Запускаемся везде. Всем здравствуйте и добрый день, вечер, ночь, там у кого что. С вами Элеонора Юрьевна, и это, хотел сказать, наш подкаст. Это наше прохождение Mass Effect, да? С вами Элеонора Юрьевна, его неизменная ведущая. Вот, так что сейчас будем продолжать прохождать. Ой, слушайте, я что то поплыла, понять не могу, чё вообще происходит, непонятно. Подписавси? Потеба. Подкаст по Mass Effect, да. Что будем подкастить? В подкастах же что-то обсуждают, правильно? Значит, нужно что-то обсуждать по Mass Effect. Давайте обсудим. Что мы можем обсудить по Mass Effect? Значит, Сузи-сексуалку мы обсуждали в прошлом нашем подкасте, да? А сегодня мы можем обсудить в подкасте то, что мы нашли чувака из древней, цивилизации. Да, из древней цивилизации чувака нашли. Вот, и он, возможно, нам поведает секреты мироздания и что-то по истории еще расскажет, да? Ой, извините. Из расы протеинов. Точно, из расы протеинов древней. Ой, подкаст это когда трендят много, не обязательно обсуждать. А подожди, а если ты трендишь, ты, значит, не обсуждаешь или что? Что-то я не поняла. Мне, кстати, вчера заслали демочку с ранним доступом. Ее уже, кстати, можно сегодня стримить, но сегодня у нас Mass Effect, поэтому, может быть, я подрублю завтра. Нужно посмотреть некоторые демки. Можно, конечно, дождаться 23 числа, когда уже будет Steam Next Fest, но я думаю, там будут еще новые демки. Значит, у меня сейчас уже на повестке дня есть минимум 3, а то и 4 демки, в которые я хочу пойти. Это Zero Paradise, как раз-таки от разработчиков Disco Elysium. Былина от наших разработчиков. Еще есть одна супер милая игра, как-то она там называется, Тути Фрути, что-то там было. Мумитроль, господи, Тути Фрути. Вот, Мумитроль «Тепло среди зимы» очень милая такая приключенческая point-and-click игрушка. Прям вообще я трейлер увидела и такая, надо срочно в нее пойти, она просто милота. Вот, и будет еще одна, что-то мне прислали сегодня на почту уведомление, что якобы игра из моего списка желаемого, которая называется Windrose, получила демку. А вроде как она похожа на... Боже, как про пиратов на кораблях, как называется игра? Блин. Sea of Thieves, море воров. Вот, да, очень похоже. Вот, ну, короче, вот эти вот как минимум 4 демки я хочу. Если вдруг вы найдете какие-то еще демки, за которые вы хотите их либо посмотреть, либо вам они тоже очень понравились, вот, можете посоветовать, и я обязательно в них схожу, если мне понравится. Вот. Какой завтра? У тебя там времени свободного полно, что ли? Но вообще на завтра мне нужно будет сходить в этот самый... Я записалась на консультацию к врачу, дерматоонкологу. Вот. Возможно, мне нужно будет сделать такую мини-операцию. Ну, не будем вдаваться в подробности, короче. Вот. И, короче, мне скажут, что там, куда там надо, не надо, сколько это стоит, если надо, и всякое такое. Вот. Буду искренне надеяться, что... Ну, там, типа, вообще микрофигня. Вот. Единственное, что я надеюсь, что я смогу, если мне ее даже сразу сделают, что я смогу сидеть и смотреть, и, короче, ну, в общем, нормально функционировать. И смогу постримить, да. Но мне еще нужно будет, конечно же, завтра новые шорты поделать. Вот, потому что сегодня вот новый один вышел, и выйдет послезавтра еще один. А потом шортсов нет. А я хочу, чтобы они вообще выходили каждый день. Но для того, чтобы они выходили каждый день, их надо сразу много сделать. Вот, было бы, конечно, хорошечно. Вот, но в прошлый раз я что-то поленилась и сделала всего 3. Вот. Но зато меня, кстати, Лакич сегодня в телеге очень сильно похвалил. Сказал, что уровень шортсов, монтаж и вообще вот это вот все, в общем, у меня поднялось, так сказать, и хорошо все выглядит, приятно смотреть. Вот. Да.
Вот так вот. Дексик, привет. Можно просто трындеть. Ну, трындеть это же и есть подкаст, нет? Или я что-то путаю? Есть какой-то чувак из Австралии. Он просто красивым голосом говорит разные слова. Несколько лямов у него фолловеров. Блин, ну красивым голосом это надо еще уметь трындеть. Мне еще шорцев, да, надо много сделать. И отдохнуть, да, тоже надо. Потому что я что-то заметила, я в последние дни очень сильно заговариваюсь и неправильно читаю. Вообще это обычно так сказывается усталость. Но усталости я не чувствую. Но если я заговариваюсь, значит, она однозначно есть. Значит, отдохнуть все-таки надо. Но, если честно, блин, гулять куда-то, выходить я не хочу. Потому что на это надо тратить деньги, во-первых. Во-вторых, там нахрен снегом вообще все замело. Там сейчас среднестатистический уровень снега примерно мне вот по поясницу, ну, где-то по жопу, по поясницу. Вот. Я уже не говорю про огромные сугробы, которые, знаете, предыдущие там наскидывали, и их еще потом сверху припорошило. А они там вообще в мой рост полностью. Вот. А типа среднестатистическая где-то мне по поясницу, я на это все смотрю и такая, ядрить. Думаю, не, гулять не надо, не надо гулять, дома тоже хорошо. Алексей Литов, привет. Шорты каждый день это хорошо по факту. Ну да, да, да. Вот, но для этого надо сделать много дел. Просто у меня я это делаю все одна, и мне нужно найти, ну, слава богу, ладно, с новостями для шортсов, ну, с тематикой, да, мне помогают ребята, это хорошо. Ну, либо я сама нахожу. Вот, дальше мне нужно снять себя, мне нужно найти всякие видосы, смонтировать это все красиво, подобрать звуки красиво, озвучить это все. Что там еще надо было сделать, я уже не помню. Ну и потом еще оформить, наверное, да? Вот, все выложить, оформить. И, ну, это, ну, оказалось, что это пока что поначалу, видимо, для меня кажется это достаточно трудоемкой работой. Ну, пока не привыкну, наверное. Потом привыкну и будет ок. Блин, что у меня тут с ресницами, что ли, что-то? Ламбада, здорово. Как делишки? Там уже... Там ужасно. Я собиралась поработать, но там полдня разгребать снег. Ой, ужас, конечно. И выйти замуж. Ой, да нахрен оно мне надо? Я, конечно, не противница, но... Но зачем? Так. Ну что, приступаем, да? Я думаю, пора. Пора, порадуемся. Так, где тут наш Mass Effect? Вот это. Надо музычку остановить. Останавливаем музычку и запускаем игру. Как чувствуешь себя, нормально? Да, все хорошо. Вот. Я сегодня бодра, полна энергии, куча всего. Вот. Так что все хорошо. У тебя как? Я тут попробовал в CapCut автоматизировать монтаж. Сижу, разбираюсь с эмуляцией мышки. А как в CapCut можно автоматизировать монтаж? Ну-ка, расскажи мне. Вот. Мне бы это очень пригодилось на самом-то деле. Но я не думаю, блин, что если автоматизировать, то это будет лучше, чем если я сделаю сама ручками. Но, кстати, меня недавно добавили в чат дикторов различных, и там очень часто бывают всякие запросы, там типа нужно озвучить там то-то, 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 такой-то метраж. Сейчас у меня пролагает. Так. Все, здравствуйте, я снова с вами. Вот, и, короче, надо, типа, озвучить то-то, 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 такой, я не помню, это называется метраж, или как это вот, когда определенный тайминг у аудиодорожки. Вот, и оказывается, это недорого стоит заказать себе крутого диктора, который озвучит тебе классно твои ролики. Вот, но при этом, вот при всей моей насмотренности, наслышанности, да, или как это называется, вот, некоторые, видимо, авторы сами пытаются озвучить, и у них это так плохо получается, просто потому, что у них не поставлен голос. Они там что-то вот так вот рассказывают. И я сижу и думаю, господи, что хуже, слушать озвучку от ИИ или вот такой голос? Это, конечно, да.
Лапусенька, будешь стримить резик 9? Да, ламбадушка. У нас ребята заполнили 3 полоски, вот, так что 3 стрима по 9 резику точно будет. Как раз на релизе, там вроде как раз будет пятница, воскресенье и понедельник, кажется, насколько я помню. Вот, это будет у нас на резик отведено. Как у тебя Барсик поживает? Сегодня не радовал утренними приятностями? Нет, Барсик все, он спокоен, он спит. Он спит, он отдыхает, вот, он меня не трогает, я его не трогаю, что-то мы как-то... Пока что мы сами по себе. Пару дней как уже. Мышь в Капхеде. Это наказание адское, но в Капхеде это да. В Капхеде это да. Блин, мне так, кстати, Капхед нравится, но я туда не пойду. Мне кажется, у меня просто жопа, блядь, не то что на орбиту вылетит, она нахрен взорвется, как атомная жомба. Атомная жомба. Это когда вот у меня жопа взорвется. Например, я хочу расставить все, и чтобы он сам синхронизировал и со звуком, и переходы делал какие надо сразу все, а не тыкать по 200 раз на одно и то же. Так, правильно ли я поняла? Допустим, есть, допустим, аудиодорожка, да, со звуком. Вот, и там какой-то бит есть, да, и ты хочешь, чтобы под бит синхронизировались переходы, или что, или как, или где? Мне, кстати, столько попадается роликов по поводу монтирования в CapCut, но почему-то на телефоне. Почему-то на компьютере, хотя в компьютере, мне кажется, намного больше доступных возможностей и намного удобнее это все делать, но гайдов не так много. Вот все в основном делают на телефон. Да, именно так. Поняла. Ну, там... Слушай, если сделаешь, поделись, пожалуйста. Мне даже нужна эта херня, а то я сижу так, чисто на слух определяю. Там вроде есть какая-то штука, но точно с телефона я видела. Если ты делаешь, то там можно в аудиодорожке определить, типа определять биты. Типа где самый то ли верхний, то ли что-то такое. И оно там показывает, прям тебе там ставит маркер. Вот. На компьютере я, кстати, не нашла, где это. И мне пришлось все на слух определять. Крутого диктора дешево. А тебя за сколько тогда? Ну, у меня тоже задешево. Вот. Не, понятное дело, дикторы все есть разные, разного уровня, да. Ну, те, кто работают на телеке, они дешевыми вряд ли будут. Но и они работают, скорее всего, где-то там типа с агентствами, наверное, там еще что-то. А это чат, где, там есть опытные и неопытные люди. Вот, там проводится кастинг, то есть ты отправляешь свою демку, там человек 15, допустим, обычно скидываются, и они говорят, стоп, типа кастинг. Вот, мы утверждаем. Вот. И, обычно там, типа, сколько... вот, допустим, мне сказали поставить сейчас ценник минута 1000 рублей. Но я считаю, что это немного. Вот. И, понятное дело, в зависимости от опытности и, наверное, от оборудования диктора, там цена растет по лесенке вверх. Причем есть и прога, которая даже тайм-коды бита делает, и CapCut это может. В платной версии есть, мне она не нравится. В платной версии... то есть это надо купить, и тогда будут биты в версии на компьютере? Да, в 1999. Слушай, я пока еще вообще ничего не ставлю, я не берусь за рекламу, потому что у меня дома нету, нормального этого... Техники нормальной нет. Я считаю, что я не смогу нормально записать. То, что я записываю для роликов на YouTube, ВК, там, да, что там, где там еще Дзен, Рутуб, ТикТок, Инста. Кстати, я в Инсту тоже начала выкладывать эти ролики. Вот. И это одно дело. А когда это профессиональная реклама, за которую тебе платят деньги... мне, походу, нужно будет купить все-таки панели и новый микрофон. Вот. Не Союз, конечно же. Вот, подешевле. Там вроде 2 фирмы какие-то говорили, которые подойдут.
Вот, и тогда можно будет дома спокойно записывать рекламу, ну, либо ходить вот в ту студию, которая у меня рядом есть, за 700 рублей. Но опять же, понимаете, час стоит 700 рублей, а заказ у меня будет на 1000, допустим, да? Вот, и как бы, ну, 300 рублей заработаю, да, нормально. 1000 за минуту иду в озвучку. Ну, там же не всегда даются озвучки долгие, длинные, вы же понимаете, как там, типа, что там говорят, да, как было, господи, это озвучка игры, да, на сколько-то там 1000 страниц, да. Обычно это рекламы какие-то там, рекламы, вы сами знаете, они короткие, там максимум 3 фразы, 1 или там 3, ну, максимум 5 фраз, да. Обычно это всегда одна фраза. Одна фраза, но она не будет стоить дорого. Вот в чем прикол, понимаете? Будут биты, но там что-то все равно нету, короче, непонятно. Блин, надо посмотреть, что платная версия дает. Если что, я бы даже не против и купить ее, если недорого. Биты в бесплатно есть. Чел, который спрашивает, ему этого мало, он хочет, чтобы и резал сам CapCut автоматом. Но это он, я так понимаю, что-то будет делать с помощью, типа, ИИ вроде это делает. Я видела какие-то ролики, которые показывали там, типа, всю схему автоматизации контента. Там, короче, такая сетка, структура, разделенная на много-много всего. И там есть даже автопостинг на все соцсети, которые ты пропишешь. То есть там, короче, кучу всего можно сделать, но это надо быть, типа, умным. Я не умная, поэтому мне не повезло, да. Вот так вот. У меня, если что, для этого есть на подхвате Лёша. Лёша умный, он мне помогает, да. Хорошо устроилась, да? Да, прошу прощения, запрещен грамм, да, запрещен грамм. Про версии вроде есть автоматический монтаж, но он работает через их сервер и все такое, а у меня аллергия на онлайн-сервисы. Понимаю. Если взять пачку заказов, то за час можно управиться. Но если, опять же, это если ты опытный. Если ты опытный, то ты сделаешь все это быстро, это да. Но вот, допустим, вот кто помнит, я ходила в коопы со Стивом, это стример, и он же профессиональный диктор. Он мучается, он говорит, я иногда, бывает, заколебываюсь все эти заказы записывать, вот. Но у него набит голос, так сказать, и он достаточно быстро это записывает. Даже он устает. Понимаете? Что уж говорить про меня. Тем более я начну нервничать, я начну из-за нервов пережимать голос. Одно дело, когда ты сидишь дома в свой любимый союзик, записываешь для своих любимых чатерсов видосики с новостями, да, там, это одно дело. А когда тебе за это деньги платят, и там может что-то не устроить, ты начинаешь волноваться. Вот, как-то так. В платной версии есть выгрузка субтитров. Она раньше была в бесплатной, но стала, но в старой версии. Что значит выгрузка? У меня просто есть автоматическое создание субтитров, но у меня бесплатная версия, и у меня не пиратская. Вопрос. У меня есть заказ на много шортсов технических, я хочу автоматизировать процесс. О, ничего себе, тебе уже заказ поступил? Теперь понятно, про кого песня «Лёха, Лёха, как без тебя плохо?» Да. Кто возьмет заказа в пачку, тот получит водокачку. Вспомни Ивана Грозного, вот и он, да. Автоматом он создает, и сейчас в старой версии можно выгрузить было, сейчас только в платной. Что значит выгрузить? Это, наверное, подойдет для всяких типа видосов. Если ты делаешь субтитры и переводишь их, да, на другой язык, и потом загружаешь отдельно субтитры по ходу. Я широко известный в узких кругах. Подожди, ну как так получилось, что я в твоих узких кругах не обитаю? Я не понимаю. Немножечко твоей известности. Расскажи мне про свою известность. Я хочу тоже быть в курсе.
Когда ты будешь заходить в следующий раз на стрим, я буду говорить: «А, это же тот самый известный Кряпатчер! Аплодисменты молодому!» И что-то мне жарко стало от вашей офигенности, да, чат? Так, мы куда-то приехали, насколько я помню. Мы приехали в лабораторию этих Цербера. В лабораторию Цербера мы приехали. А куда мне идти? А есть карта? Нет? Угу, поняла тебя. У меня очень много знакомых музыкальных стримеров на Ютубе. Ага, кредиты взять. И они типа попросили у тебя, чтобы ты делал много-много шортсов? Или что? Хотя, зная тебя, ты, скорее всего, сам согласился. Ну, вызвался. Запись в дневнике. Личные данные Мастерс. Вот я и тут. Бойцы суровые, никто не улыбается. Вообще. Если возьмут в плен, велено убить себя. Вот так. Тренировки называют интеграцией. Меня будут интегрировать завтра. Скорей бы уж. Мяу. Их спонсоры попросили. Не их шушу себе. Не шушу себе. Спонсора. Похоже на технологию жнецов, но сигнатура мне не знакома. Так. Есть образец. Да, ясно. Встретимся где-то там. А древний рас с тобой? Да, древнего раса я взяла с собой. Древний рас. Черепашенька, привет. Ты что, новости записываешь в шортс? Да, это моя новая рубрика. Вот, пока довожу до ума данные мероприятия все. Кря, слушай. Ну так. Я для подруги интересуюсь. А сколько стоят вообще твои услуги? Так, снайперская винтовка. Подожди, мне нам еще не туда. Еще деньги. А еще что есть? Больше ничего? Походу, больше ничего. Смотрю я иногда на мини-клипы, на мини-шорты, которые ты выпускаешь, и типа радуются, что это я сделал. Ну, видишь, как хорошо. Блин, Лёш, напиши, пожалуйста, в «Сделай Кики» начислить тебе мемкоины, я про них забыла. И ты не напомнил, жопушник. И 3 минуса я тебе тоже не записала, чтоб я тебе записала еще 3 минуса с рулетки. Так, ну здесь больше ничего нет. Что, прям реально больше вообще ничего нет? Неудачный эксперимент с панацелином. Приведет лишь к повышению эффективности панацелина для ханаров. Только Цербер мог счесть это недостатком. А ханары это кто? Поскольку у самих у них дохлые каналы, и реклама из-за этого неэффективно работает. У спонсоров. Ага. То есть народ к ним приходит, ничего не видит и валит с их канала. Поняла. Сложно поняла, но поняла. А, пример есть, ну типа, подождите, спонсору музыкального стримера, допустим, там, я не знаю, индейка Индилайт, допустим, пришла, да? А у них херовый там, допустим, YouTube канал, да? И они к тебе обратились за тем, чтобы ты сделал шортсы с этой девочкой? Или как это работает? Древний раз? А древний 2 где? Древнего 2 нету, он единственный раз. Медузы? Чего медузы? Вчера одну арестовать пытались.
Чего медуза? Это ты про что? Смотря что делать. Я пока не очень хочу постоянно этим заниматься, времени мало. В среднем монтаж автоматом 100-500 рублей за шортс. Если видео из нейронки, то 250 рублей за все. А что в видео, где нейронка? Типа просто под текст тебе ты делаешь видосик какой-то? Интеграция прошла успешно. Обещаю убить себя при попадании в плен. Цербер превыше всего. Мы защитим человечество любой ценой. Какой ужас. Блин, но при этом, подождите, они говорят, что типа мы защитим человечество, и при этом они нападают на какие-то там колонии, где живут люди. Как-то это нелогично. Нет? Немножечко. Они как будто сами себе противоречат. Ой, ты что делаешь? Ты что делаешь? Так, ну вроде я все обошла. Второй склад найден, капитан. Передаю координаты. Отличная работа. Good work. Good work. Good work. Кто там? Без девочки, тем более это мальчик. Там программа для обучения игре на гитаре. Собственно, там снимают видео со скринами, с приложениями и кратенько рассказываем. Что-то сложное, но прикольное. Молодец, конечно. Озвучка нейронком, но голосом этого самого ютубера. Ничего себе. Ничего себе. Я вот, кстати, думаю, естественно, совершенству нет предела, да, как говорится. Вот у меня сейчас выходят шортсы, они, типа, ну, по качеству улучшились, и вроде они неплохие. Блин, ну что можно еще улучшить? Что скажете, чат? Ты кто, ты враг? Походу, да. Регулярный выпуск. Ну, это будет. Вот я и тут. Бойцы суровые, никто не улыбается. Вообще. Если возьмут в плен, велено убить себя... А, так подожди, мы же это читали. Лол. Мы же это читали. There is no doubt. That's Reaper technology. Никаких сомнений, это технология риперов. Кортес, второй образец, идем к тебе. Не получится, капитан, на площадке стало жарко, пришлось уйти. Сейчас у меня 3 птички на хвосту. Нет, уже 4. Встретимся, когда отвяжусь от них. Конец связи. Нужно продержаться до того, как Кортес сможет что-то сделать. Держимся вместе, нам придется нелегко. Так, подожди. Где тут сингулярность? Давай. Так, надо патрики пособирать. Еще есть где патрики? Нет. Жесть, мои пули настолько бронебойные. Офигеть. Так, во-первых, надо поставить вот это улучшение. Так. Рейдерушенька, привет, моя малышенька. Кортес, как слышишь, что у тебя? Встретил несколько целей, придется рисковать. Пожелайте мне... Выходи. Блин, он дымовуху, что ли, кинул? А чё, кто, кого? Cortez, do you copy? He is likely dead. He'll make it.
Все с ним будет хорошо, будем держаться. Капитан, мне пришлось уйти на темную сторону. Иди к точке извлечения. На темную сторону, где есть печеньки? За счет качества особо не продвинешься. Можно попробовать добавить какие-то словечки, эмоции. На ютубе покупают эмоции. Блин, мне вот эти вот все, которые там слишком эмоциональные, они мне кажутся фальшивыми. Типа, ну эмоции не настоящие, к сожалению. Ну прям вообще. А те, у кого, ну, кто действительно такое часто делает, они мне кажутся странными. Ну, типа, наверное, для зумеров подойдут такие. Хотя зумеры вроде сейчас тоже устали от чрезмерной активности эмоциональной. Сейчас, типа, в моде естественность. Вот это вот все. Вот. Ну, я кривляюсь не потому, что мне не нравится. Мне, наоборот, нравится такая мода. Радирушечка, а что ты там писала? А, вы Явика залутали, да. Залезайте. Да, эмоции не настоящие, тут баланс надо искать. Это да, это да. Ну ничего, посмотрим, как оно будет. Сейчас, капитан, добытые вами техникой жнецов занимаются ваши лучшие инженеры. Что Цербер собирался с этим делать? Мы пока не знаем, но планы Цербера обычно не слишком классные. Пускай цель нам неизвестна, но их эксперименты сорваны. Не думаю, что они так просто сдадутся. Конечно. Мы продолжим атаковать комплекс. Отлично, командир. Не отлично, а типа хорошо поработали. Все поработали. Так, что у нас тут? О, стало 1300. Уже получше. Мало, конечно, все равно, но получше уже. Шорт сможет сформировать комьюнити дополнительно. Это муторно, но эффективно. Это да, я соглашусь. Тем более, как, ну, я считаю, что нужно вообще эти это получается вертикальные видео, да? Их нужно выкладывать вообще везде, потому что они... Короче, абсолютно разный шорт может абсолютно в разной соцсети залететь. Это так странно на самом-то деле. Я когда сделала еще шортс по старой, короче, этой... Ну, короче, как раньше делала, вот, по бесконечному лету. Этот шортс очень сильно залетел на ютубе, ну, спустя несколько дней. Вот, чуть-чуть залетел на ТикТоке и в ВК. Ну, типа так, на полшишечки, знаете. Вот, но при этом, типа, ну, как сказать... Короче, он залетел только на ютубе, по сути. Допустим, по террарии у меня шортс залетел в ТикТоке. Просто там нереально, там что-то 50 или 60 тысяч просмотров. Вот, и во всех других соцсетях он вообще не залетел. Дедулечка, привет. Что там еще было? Все остальные шорты, они в основном либо не залетали, либо собирали, ну, среднестатистическое количество обычных моих просмотров. Вот, как-то так. Поэтому это надо массово прям делать. Ну, во-первых, чтобы, да, выходило каждый день. И чтобы это, ну, как я люблю, чтобы это было красивенько, интересненько, чтобы за это цеплялся глаз. Вот, чтобы это было интересно слушать. И что еще? Ну и вот, да, на все площадки надо делать. Дедуля, а ты что меня не любишь, а? Ты шо? Ты плохой. Люби меня, быстро. 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 Письмо кто-нибудь написал? Никто не написал. Эх. Не хочет, да, со мной говорит? Ну ладно. Сейчас 0 будет, отвечаю. Ну почти. Зато мы, кстати, тебе сегодня выписали 9 плюсов.
с твоими вчерашними 100%. Вот, так что, да. Так, в декорисе мы получили 100% ресурсов. Валим отсюда, да? Так, в скепсис, да, идем. А здесь за мной гнались эти, да, чувачки? Они сейчас за мной будут гнаться снова? Нет? Да ну тут же 50% ресурсов, где-то что-то должно быть. Ну это какой-то прикол. Ладно, валим. Faster than light jump successful. Faster than light, ёпта. Так, искать доктора Гарно. Так, в док. Дипломаты. Ну, пошли к доктору Гарно. Заправка, видимо, разрушенная. Да, но я ее что-то найти не могу. Гарус затащил и уберег от бана. Да, кстати, да. I found something. О, found something. Поехали. Илиум. Запуск сканера. Найти пропажу. И чё? Какую пропажу мы нашли? Ликвидные средства. Ну, чё-то хз. Поиски неудачны, действующие источники питания или следы недавно пребывания не обнаружены. Вероятно, доктора Гарно здесь нет. Продолжайте поиски. Garno is not located in this Гарно system. не в этой системе. Говнюк этот Гарно. Так, все 100%, да? Так, идем в Люсарну сходим. Что там, где там? Так, а если я нашла 10 из 10 пропажей, мне нужно дальше искать вот так вот? Может, я типа еще себе людишек найду в армию? Или это не так больше работает? Как это работает? Кто знает, как это работает? Signal confirmed. О, испугалась. Так заорала. Так, 50 ресурсов у нас, да? Опа. Биялт. Получены кредиты. Прекрасно, спасибо. Все, 100%. Уходим отсюда. Не помню, вроде не надо дальше искать. Угу. А что за индикатор готовности жнецов? Короче, здесь нельзя слишком часто что-то сканировать. Если я часто сканирую, вот эта полоска заполняется, и потом сюда прилетают жнецы, и за мной охотятся, мне от них надо еще убегать, короче. Вот, так что сканировать тут надо скромненько, аккуратненько. Иначе хватит за попу. И вообще сканировать все равно будешь, так что найдешь ресы. Нормально, главное убегать от этих душнил. Так.
Так, здесь мы все проверили. Ну-ка, Урла. Давай Урлу проверим. В Тале надо искать, да? Ну, все равно давайте Урлу проверим. Блин, здесь перелеты забирают намного больше топлива. Офигеть. Так. Ай-яй-яй, 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 ай-яй-яй-яй-яй. Evasion successful. Сосать. Блин, так и не нашла, что там. I found something. Что ты там в Тале собралась искать? Пещерки. Так, крыло истребителей. Чтобы знать, что это, я не понимаю. Какое-то крыло истребителей. Что? Куда? Где? О, горючее давай. Так, здесь 100%. Все, теперь... Блин, ну в Урлу уже не полетишь, да? Полетели в Тал тогда. Signal confirmed. Ай. Кстати, сюда почему-то не долетают эти молодые горячие. Ну, в смысле, уже не молодые. Опа, это что такое? Рабочий отряд Ворка. Не понимаю все равно. Что за прикол? А где еще-то? О. Но здесь тоже не будет доктора, скорее всего. Поиски неудачные, да, понимаю. Garneau is not located in this system. Так, усё, значит, отсюда отчаливаем. Блин, в Урлу бы еще сходить, все-таки на сотку добить. Но я что-то так и не поняла. Где там, куда там? Так. Ну, ладно, в принципе, не страшно. Не на сотку зафармили. Не страшненько. Так. Тут мы проверили, тут проверили. Так. Я укушу дедулю, прям заебу по пулю. Он будет плакать и страдать, и Кикулю умолять. Ну, братаны, блин, идите нахрен! Reapers eluded. О, какая вселенная красивая, вау. Ну, в смысле, галактика, да, это считается? I found something. Что ты там found? We have located Garneau. О, мы нашли Гарно. Поехали. Дедулька, дедулька, такая ты писюлька. Так, мы берем Явика. Явика берем. И Лиарочку, да? Лиарочку. Они самые умные. Ну, еще бы Сузи взяла, но, увы, 3 нельзя взять. Так.
Мгм. 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 Так. Лиара Тисони. Но давай мы... Хотя нет, я хочу стазис, сингулярность, вернее, до конца прокачать. Пускай так будет. Будем на месте через 5 минут, капитан. Что вообще находится на этом астероиде? Шахтерский комплекс компании Тигис, маленький совсем. Наверное, Левиафану тут удобно прятаться. Все прочли записи Сузи в лаборатории Брайсона. У нас есть еще какие-то догадки, что это за Левиафан? Не. Известно только, что он убил жнеца. But it is this Мы Garneau. должны найти человека по имени Гарно, партнера Брайсона. Да. Если найдем Гарно, найдем и Левиафана. Understood. Ясно. Достаточно силен, чтобы убить жнеца, но от войны прячется. Что-то здесь не то. Я надеюсь, что Гарно сможет ответить на наши вопросы. Я засек сигнал к жнецов в астероиде. Брайсон сказал, что они преследуют его полевые группы. Если они ищут Левиафана, чего-то там случится. Экшон, наверное, в конце будет. Так мы Левиафана поискать полетели? А это не основной сюжет хоть? Или основной? У меня там на самом-то деле не так много заданий, как будто бы. Как будто бы. Не уходи пока, Кортес. Заберем этого парня и сразу вернемся. Держи меня в курсе. Есть, капитан. А я пока пожру. А, это DLC? Охренеть. Судя по звуку, не самая маленькая разведгруппа. Так, тварь. Это что такое? Противник получает урон постоянно поражающим биотическим полем. Давай. Что сейчас за замедленное действие было? Ты там помер, чи не? Хрюкает он что-то. Нужно найти Гарно, пока что-то серьезное не случилось. Так. Ставлю на Элечку. А Грена не на G? Нет. Тут нет. Тут это скилл. Вроде как. Конченый моб будет? Ну, зашибись. Конченого моба мне еще не хватало. Так, а здесь больше ничего же нет, да? Вроде да. Вас приветствует горно-промышленная компания Тигис. Всем посетителям необходимо зарегистрироваться. Они, наверное, в панике. Тут незаметно. Я капитан Шепард, Альянс Систем. Вас только что осаждали жнецы. Они еще здесь? Я о них позаботился. Ясно. Тогда нет проблем. Они промыты. Нет проблем.
Hello? Эй, Yes. да, Welcome to вас TGS приветствует горнопромышленная Mineral Works. компания How Тигис. can we Чем help я you? могу вам помочь? Yes. Да, For the зарегистрируйтесь, если Please хотите sign in. попасть на экскурсию. You don't seem worried about those Жнецы вас, reapers. похоже, совсем не You know беспокоят. something I Вы don't? знаете, что это такое? TGS Mineral Works Тигис — is a небольшая small to компания, mid-level позволяющая supplier of вольфрам tungsten различным to the заказчикам, galaxy. поставляющая That's вольфрам not what I разным meant. заказчикам в галактике. Are you familiar with the Знаете ли вы, applications где of tungsten? используется вольфрам? Look, Послушайте, we у don't have нас time to очень waste. мало I'm времени. looking for a Я ищу researcher, доктора Dr. Гарно, Garneau. исследователя. He would have arrived within the Вероятно, last он couple прибыл weeks. сюда пару If he's недель still here, назад. I need Если to он speak еще to him. здесь, мне нужно с ним поговорить. We have no Доктора Dr. Гарно Garneau. среди Do you нас need to нет. see a Вы doctor? хотите посетить How доктора? about I just go in and look Можете around? самостоятельно No. его поищу? Нет, The access подъемник elevator is сломан. broken. And now, Сейчас We're done. нам придется прерваться. Step away. Пожалуйста, Step away. отойдите. you don't belong Отойдите. here. Вы не можете здесь находиться. Commander, something Капитан, is здесь wrong что-то here. не так. Let's look around. Хорошо, нам нужно осмотреться осторожно. Я помню, я клавами скиллы просто кидалась. He was living in the ducts. Where is he now? Safe, locked up. He can't hurt us now. Welcome to TGS Mineralworks. You can't be in here. Предполагается, что проведенные тесты вышли за порог эмоциональной устойчивости подопытного. В настоящий момент он помещен в больницу кататонического ступора. Кататоническом ступоре. Все запланированные тесты отменены. В дальнейшем будет проводиться тщательный отбор, чтобы предотвращать возможные задержки по сходной причине. I will call security. This is unnerving. We should repair the elevator. Repair terminal activated. I'll set the drone to repair Я the поручу elevator. дрону ремонтировать Yes. подъемник, нам придется остаться рядом с ним. Начинаю ремонт. Все? What have you heard? Did he die? Что ты слышал, он умер? Да, несчастный случай, но он умер. I don't know what to think about Даже that. не знаю, что об этом думать. I'm looking for a Dr. Я ищу Garneau. доктора Гарно. I don't know what you Не mean. понимаю, о чем вы. Врушки. Такие врушки. Excuse me. Прошу прощения. Don't belong here. Ты не отсюда. И чё? Доктор Трифон, ваша просьба отклонена. Ваше финансирование прекращается. Вы получите новое назначение. Освободите помещение и сообщите об этом доктору Лан. Более данный вопрос обсуждаться не будет. Так, ну вроде здесь даже больше делать нечего. Доступ открыт. Протокол системы безопасности последние 7 дней. Рэндалл Ян, Гарно Алекс, Брэк Стивен, Трифон Фиона. В документах системы безопасности подъемника говорится, что Гарно здесь был на прошлой неделе. Зачем им понадобилось об этом скрывать? Let's hope Не we don't have знаю, to look надеюсь, too far. ответ где-то рядом. Так, какой-то звук такой. Сейчас, подождите секундочку. Ой, надеюсь, на меня сейчас пока никто не упадет. Жнецы в окно стучат? Да. Просят покушать.
тебя там рулонные шторы? На окнах? Да. Так. Тут что-то где-то можно найти? Блок данных. Изучив содержимое желудков варенов из 8 различных регионов, мы пришли к выводу, что пришло время изменить представление об их рационе. Блин, нужно пойти за водичкой, у меня водичка кончилась. Так, можно пойти сюда. Это лаборатория. Так, это Mineral Lab. Лаб. Так, видеоэкскурсия. Ваше здоровье. Что если боевой стимул вводить быстрее? Странно, закрылось все. Тому, кто копается в моих вещах, никак не могу найти свои данные о том, как резкие изменения климата повлияли на ханарское правительство. Если вы их куда-то перенесли, верните, очень прошу. Я же над этим тружусь уже несколько лет. Если вам не хватает места для собственного проекта, только попросите, я помогу. С радостью помогу. Танис. Все это совершенно не подходит рабочим на шахтерской станции. Здесь закрыто, я так понимаю, да? Вы не видели доктора Гарно? Вам здесь нельзя находиться. Эволюция, роль людей-биотиков – странная тема. Даже полное истощение после 60 дней – это еще благоприятный процесс. Точно, это выполнение пригодных что-то там пригодных. Пульт системы безопасности. Доступ к этому терминалу. Для доступа необходим кодовый пароль 5 уровня. У меня его нет. В доступе отказано. Так, ну это типа карты. Мы вот здесь, да? Уходите, вам тут нельзя быть. Извините. Да, у меня такое же чувство. Посмотри карту внимательно, скажи, если что-то бросится в глаза. Все мне говорят, что меня здесь не должно быть. Странно. Ага, то есть здесь можно только с пультом открывать, да? Они тут все зомбированные, ей-богу. Так, там есть еще одна дверь, в которой мы не были. Пометка персоналу. Новый гибрид выглядит безвредным и не должен вызывать подозрений офисных сотрудников. Тем не менее, он весьма опасен. При работе с растениями 3-го поколения соблюдайте максимальную осторожность. Вот так вот. То есть мне нужно найти персональный ID чей-то. Я правильно поняла? Нужно найти чей-то ID. А где мне его найти-то? Назад больше нельзя идти. Тюксонг, здорово.
Получается, мне нужно в Крю Квартирс, походу. Если я не ошибаюсь. Но там дверь закрыта. Выбей из кого-нибудь одинокого. Лол. Из-за того, что электрическая буря усилилась, мы лишились связи с командой Бета. Просим всех ожидающих данные сохранять спокойствие. Прогноз погоды показывает, что буря стихнет к концу недели. Тогда же восстановится и связь. Внимание, система связи отключена. Это сообщение не было отправлено. Брайсон, это Гарну. Мне пришлось спрятаться. Нужно быть, чтобы меня отсюда вытащили. Я здесь нашел еще один такой артефакт, а не важнее, чем мы думали. Вот координаты шахты, я буду там. Если вдруг что-то случится, прикрепляю код доступа, который заготовил, им можно открыть любой терминал. Брайсон, здесь что-то творится нехорошее. Пожалуйста, поспешите. Конец связи. Блин, а где же он спрятался-то? Значит, он еще есть. Код доступа... Yes. Да, только нужно его ввести в терминал системы безопасности. Диметрий, привет. Пора использовать код Гарно, посмотрим, сработает ли он. Доступ открыт. Он сошел с корабля неделю назад. Похоже, перед тем, как спрятаться, он обладал полным доступом. В ссоре участвовал неизвестный мужчина. Человек Гарно направлялся в шахту. Похоже, его доставили в медблок. А вы находитесь в минералогической лаборатории. Уровень охраны низкий, доступ открыт ко всему. Доступ в медблок открыт персоналу с действующими номерами чего-то там. У меня есть номер. Они были как манекены по поведению. В плане так же двигались. Или чего? Да в смысле, мы же получили номер, нет? Что за фигня? Привет, кошак. Привет, сексуалка. Характеристика сотрудника ТИГИС. Браун Джереми, личный номер 23195, обслуживающий персонал сектора Е. С момента получения предыдущего отзыва качество работы значительно выросло. Особенно впечатляет труд, проделанный над образцами поврежденной кожи. Вы получите повышение и допуск нового уровня. Благодарим вас за усердную работу. Этот отзыв конфиденциален, сотрудникам не рекомендуется знакомить с чужими отзывами. То есть они знают, что я командор? File 7364. Access granted. Так, подождите, мне нужно вернуться к той комнате. Я думаю, тебя каждая собака знает после прошлых 2 частей. Ну да, я ж там вроде как герой, там бла-бла-бла.
ID 231-95. Access granted. «23 декабря 2178 года. Андреа, я по тебе скучаю. Почему ты не отвечаешь? Твоя мать очень больна. Ты обязательно должна с ней повидаться. Люблю тебя. Возвращайся поскорее, папа». Пистолет. Так, отобранные в секторе 4 образцы показывают снижение качества руды. 15.01.75 будет начата консервация данной области. Начальник горных разработок Дел Клосмайер. И все. Целая закрытая комната, вот. Ой, да. Понимаю, хорошо. Ой. Так, там мы были, пиво пили. Здесь везде, видите, какая-то типа тревога. Почему? Странно. И что делать? А я назад не могу выйти. Ахаха. Turn back, Commander. Ахаха. О, Is that Garneau? это Гарно? I hope not. Надеюсь, что Or нет, we've hit ведь a dead иначе end. это тупик. If you are looking for Garneau, Если вы искали Гарно, you то have вы found его him. нашли. I am Dr. Я Garneau. доктор Гарно. I'm Commander Shepard. Я of the Шепард, Alliance. капитан Альянса. Are you all right? Вы целы? Yes, Да, only I'm trapped только in here. попал в ловушку. What's been going on Что in здесь this place? произошло? I was doing my Я research. занимался исследованиями до несчастного случая. They attacked. Они напали на вас. It's true. Да, But aside но from я my в порядке, confinement, если не считать I'm fine. некоторых... Чего? Некоторой стесненности. Bryson's research led me Нас to you. привели к вам материалы Брайсона. Bryson sent you? Вас послал Брайсон? He's dead, Doctor. Он мертв, доктор. Killed by his Помощник убил его. I see. Ясно. I need you to tell me Вы everything должны you found рассказать on мне все, что Leviathan. знаете о Левиафане. Bryson seemed to think he Кажется, killed a Брайсон Reaper. считал, что Левиафан It's a myth. — это сказка. Dead end. Тупик. In your call to Bryson, Обращаясь you к Брайсону, mentioned вы an упомянули artifact. артефакт. I did? Правда? No. Нет. Yes, Doctor. Да, you did. доктор, вы это But now упоминали. we've got Reaper Сейчас на forces нас attacking, наступают so I need войска to break you жнецов, up. нас нужно We'll grab the вас artifact освободить. and go. Забираем артефакты и Reapers. уходим. Жнецы. The darkness Тьма must должна not be быть breached. неприступна. The darkness. Тьма? Зачем вы преследуете меня? Доктор? Забудьте про артефакт. Он мой, вы его не получите. Это не он. Мы говорим не с Гарном. You. Это ты. You killed a Ты Reaper. убил жнеца. I need your Мне help. нужна твоя помощь. Вы несете только смерть. Ну, началось. Someone has cut the power. Кто-то отрубил энергию. Days.
this place. Уходите отсюда. Wait! We need to get to that artifact before he does. He said it was in the mines. We'll need to find a different route. Garno's notes gave us a nav От point to Гарно the нам artifact. достались координаты артефакта. По моей карте выходит, что на следующей станции есть дверь служебного помещения. Кажется, только мы туда направляемся. Не только мы. Но только мы будем... Чего, живыми? Так, ну вроде мне не сюда. Но это не точно. There he is. Вот и он. Кто такие? Ядрить, его там вышвырнуло куда-то. Братан, ты что-то какую-то дичь творишь. Careful. Enemy. He's in the upper balcony. Watch our flank! А, я поняла, почему они неприятные для райдера. Ты про вот этих паучков, которые после моба появляются? Икота, иди ты на Федота. What just happened? Что случилось? Looks like the door's power supply Похоже, is дверь knocked out. отключена от электроэнергии. Вон где поломка. Нужно послать ремонтного дрона. Нам придется его сопровождать. Но дрон поврежден, его запас энергии ограничен. Let's make it quick then. Тогда стоит поторопиться. Привет, Хаски. Ты такой жопка. Почему Хаски такой жопка? Stay close to the На-на-на-на. drone. Got it! Начинаю ремонт. Ремонт завершен на One repair done. Time 50%. to go. Gotta hold on a little longer. Understood. The drone is running low on power.
Начинаю ремонт. Banshee! Кто? Венти? Какой Венти, блин? Из этого Геншина? Let's head back. Door should be online. Венти, ну тебя жизнь, конечно, потрепала. Так, все? Вроде все. Опять живот заболел, надо пойти этого хилокфорта выпить. Алекс, привет. Банши самые гадостные противники. Это вот была сиськастая банши? Чешо. Тьма неприступна. Артефакт. Like in Bryson's office. Как в лаборатории Брайсона. Move. I've got a В shot. сторону, я стреляю. Остановитесь. Горно. Я не совсем, если честно, понимаю, кто такой Левиафан. Damn it. Проклятие. Мы уже встречали Левиафана? Кейба Геншин в Стиме вышел, пойду снова играть. Че, серьезно? Там типа играть очень много на самом-то деле. Commander, come Капитан, скорее сюда. What have you got? Что там у тебя? quickly. That human was not Тот the человек не Miracle Гарно. Garno. Вот он. This is- И он уже he's been давно dead for a мертв. while. So, Leviathan Значит, can have Левиафан Bryson killed, может убить take over Брайсона, this может colony, захватить and эту he can use them колонию, а as их puppets. использовать как марионеток. Anything else Есть useful? еще что-нибудь полезное? Encrypted data. Шифрованные данные, еще личный дневник, 8 пропущенных звонков от некой доктора Энн Брайсон. Энн Брайсон? Вы кто? Вы что тут делаете? I'm Commander Я Shepard. капитан Шепард, с вами You все alright? хорошо? Да, кажется. Только чувствую себя странно, но в порядке. Can you tell me anything Можете about рассказать, what что happened? с вами случилось? Нет. Я помню только... Было холодно. Да, помню ощущение, холодно и темно. If dark was a feeling, Если можно почувствовать That's темноту, exactly то what именно I felt. ее я и почувствовал. That artifact. Вы знаете, откуда You know взялся where it came этот from? артефакт? came out of the mine. Откуда-то из шахты. Right. Да, из управления That office was должны были supposed to кого-то send прислать. someone. Это все, что я That's about all I can. типа все могу сказать. Do you recognize Вы this знаете man? этого человека? Никогда его раньше не видела. Someone here killed him. Кто-то его убил. Кто-то из здешних? Как же так? Ужасно. Великий привет. Cortez. what's your Кортес, что там у situation? тебя? Можешь Can you bring подвести the shuttle? сюда челнок? Так точно. Тут что-то странное творится. Пару минут назад жнецы спешно отступили. Reaper. Жнецы? What's a Reaper? Что за жнецы? What year do you Какой think this сейчас is? год? 2176. 2176. 2176 был 10 лет назад. Что? Let's arrange for these people to Нужно be эвакуировать evacuated этих and людей и на temporarily какое-то время quarantined. поместить в карантин. Никаких воспоминаний о последних 10 годах. Им придется многое наверстать. Жесть, какая-то мистическая жуть. Has the power to Левиафан take достаточно силен, чтобы убить жнеца, а еще он может одурманивать людей. А вдруг это тоже жнец? If it is a Reaper, then Если I это wanna know жнец, what то it's я up хочу to. знать, что он задумал. How long has it been out Как here? долго он More здесь был important, и что why? еще важнее, зачем? EDI,
Did we get Сузи, anything from удалось Garno's что-то notes? узнать из записей Гарноса? Да, из них следует, что Гарно нашел способ блокировать попытки артефакта воздействовать на колонию. Кажется, артефакт — это ключ. Agreed. When I Согласен, head back жди to меня в Bryson's офисе office, I want you Брайсона. there. Есть, I капитан. want to know just what Я the hell хочу these знать, что это за artifacts really are артефакты, and на what что they они can вообще do. годятся. Точно Точно знаю, что они сильны и еще опасны. And we've got one А у sitting right нас in the middle of the один в самом Citadel. центре цитадели. Прикольно. Какой сейчас год? Ой, не спрашивай. Не спрашивай, не спрашивай. Так, кто-нибудь мне написал? Нет, я никому не нужна. А-а-а. Так, пирожочки мои сладенькие. Держите вам вспышку в лицо. Я отойду лекарство выпить, чтобы у меня, если что, не схватил животик. И заодно как раз воды налью. Сейчас буду.
вот мы и одни. Чат, теперь никто вас не спасет. Доставайте свои телефоны и кошельки. Или я вас захуярю нахуй. У меня опять живот болит. Надо нормально кушать. Так, сейчас я переоденусь. Что-то думаю, вот работать в выходные или нет. Настроение-то подходящее для этого. Ну так работай. Давай, усердненько так это. Или ты про то, что надо и отдыхать тоже? Прихватил животик? Не надо. Умоляю, не надо. Так, а мне вообще здесь не нужно, да, мне после каждой миссии разговаривать со своей командой, насколько я помню. Тимчик, привет тебе, дорогой. Я про то, что надо отдыхать, так как последние 2 недели выходных работал как не в себя. А, если ты последние 2 недели выходных работал, то тогда эти выходные отдыхай. Значит, протеин. Настоящий живой протеин. Первое потрясение у Лиары прошло. Не каждый же день встретишь живую легенду. Левиафан использует странные методы воздействия. Мои рамки выполняли ту же задачу, но зачем нужны ощущения холода и темноты? Так вот, мы Левиафана еще не встречали, да, в игре? Это что-то вот какая-то сказка, да? Такая легенда типа. Как хочешь, я разговаривала. Новые перлы иногда выдают или рассказывают чего-то. Ага. Не встречали, все, поняла. О, Тимчик, ты хорош. Ты хорош, мухарусый. А ты хорош, мухарусый. Так, ну давайте с дока начнем. Так, что у нас здесь? Повседневное я бы поменяла. А не буду менять. Так, комплект брони у нас N7, да? Броня Цербера Аякс. А, ну у меня только 2. Эта броня лучше тем, что она усиливает щит, восстановление щита, боезапас, урон от умений, урон от оружия. Но он не увеличивает запас здоровья. Понимаю. Лейтенант Стив Кортес, пилот челнока. У меня есть новая информация о каналах связи. Здравствуйте, лейтенант. В чем дело? Извините, что так поспешно, капитан. Сделать нужно очень много, я просто завален срочными делами. Он всегда такой. Успокойся, Эстебан. Какая вам разница, мистер Вега? Или за вас говорит пиво? Итак, что там со снабжением, лейтенант? На каналах поставок Альянса царит хаос, но экономика Цитадели пока функционирует. Я могу установить связь с розничными торговцами Цитадели. Можно будет при помощи этого терминала. Подключив новый магазин, я буду об этом знать. Доставка товара на Нормандию весьма затратна, так что лучше делать покупки неподалеку. Значит, ты пилот челнока, но почему ты занимаешься снабжением?
Меня не назначали пилотом Нормандии, в нем особой надобности нет, пока корабль в доке. Я занимался переоборудованием грузового трюма. Хорошо знаком с управлением и обслуживанием UT-47 Кадьяк и М-44 Молот. Когда мы покидали Землю, с моим опытом имело смысл податься в пилоты челнока. Я отвечаю за логистику, слежу, чтобы арсенал и челнок были полностью укомплектованы и готовы к бою. Как долго вы служите Альянсу? Около 10 лет. Поступил на первый флот, служил на Хокинге, в основном пилотировал F-61 Трезубец. Трезубец хорош, в рыхлой атмосфере почти танцует. Свою птичку я обхаживал почти столько же времени, сколько летал на ней. Заслужил неплохую репутацию. Значит, ты можешь управлять истребителем. Точно. Еще я разбираюсь в снабжении. Меня готовили для поддержки, но на полетной палубе я оказался полезнее. 5 месяцев назад меня перевели в команду переоборудования Нормандии, где я следил за модернизацией грузового отсека. Кадьяк выглядит как-то необычно. Так точно, подмечено, капитан. Это UT-47А. Новое ядро двигателя и прототип системы маскировки, такой же, как на Нормандии. Можно провести быструю операцию так, что враг не заметит ни нашего прибытия, ни отбытия. Летает как кирпич, поэтому-то важен пилот. Ты присматриваешь и за арсеналом? Делю эту обязанность с нашим великолепным мистером Вега. Кажется, единственное оружие, о котором заботится он сам. Любишь ты выделываться, Эстебан. Первая модификация, мы спустили арсенал со второй палубы. Не знаю уж, о чем думали инженеры Цербера. Теперь можно выйти из лифта, взять снаряжение и отправиться прямо к челноку. Прямо как на первой Нормандии. С возвращением в Альянс, капитан. Что случилось с М-44 Молот? Его передали техникам для модернизации. Чтобы сохранить подвижность при таком маленьком ядре, пришлось убрать броню. Инженеры пытались это исправить. После вторжения жнецов инженеры лаборатории завалены грудами хлама. Ты был на Земле, у тебя там осталась семья? Я единственный ребенок в семье, родители умерли несколько лет назад. У меня есть, вернее, был муж. Коллекционеры забрали целую колонию. Поняла. Трудись дальше, только не заработайтесь. Да, капитан. Блин, а игре сколько лет вообще? Даже тогда вставили. Так, покупайте модификации. Так. Мне нужно что-то... Так, есть вот карабин Ригар. Ну, что-то даже не знаю. Антисинт Адас. Это против роботов, да? Мы против роботов еще пока не деремся. Пистолет Палач. Модификация для дробовика. Так, нет, это броня Цербера. Так она же у меня есть. Зачем мне ее покупать? Не поняла. Так, снопа, длинный ствол штурмовой винтовки, удлиненный ствол снайперской винтовки, ствол с начальной скоростью для снайперской винтовки. А если все это купить? Или нет смысла? Тогда было мало и не так бесило, понимаю. Тут это хоть в тему и не так прям в лицо пихали, как последние несколько... Ну да, что-то последние несколько лет прям сильно. Так, сверхлегкие материалы для дробовика. Так, ППшка, 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 пистолет, дробовик. Так. Броня Инферно, урон от умений. Блин, ну это для биотиков, да? Дробаш, винтовка. Во. Так, снопа увеличивает боезапас. Добавляет ячейки для запаса термозарядов и увеличивает количество резервных выстрелов. А? Давай возьмем. Не знаю, что это значит, но звучит круто. Количество зарядов в магазине. Да не надо. Ой, так, ща приду. Привет, Етим. И тебе тоже хорошего дня. И стрима, и настроения.
Тут там. Блин, как бы не пришлось, если мне прям сильно заболит, это стрим заканчивать раньше. Облегчалки точно нужны. Облегчалки. Но это не здесь, наверное. Так. Сверхлегкие материалы для пистолета. Давай возьмем. Я поверю Алексу. Не думаю, что он меня обманывает. Сейчас купим все сверхлегкие. Черную вдову надо купить, у меня денег хватает. Но если я куплю, у меня больше ничего не будет. Но с другой стороны, я хочу. Давайте черную вдову купили. Так, вот есть сверхлегкие материалы для винтовки. И для штурмовой, и для снайперской винтовки. Это чуть попозже купим, на это надо 12 тысяч, да? Так. Сверхлегкие материалы для ПП. Так, а где тут вообще так? Отряд. Развернуть. Нет, это не то. Блин, меню, сохранение данных, отряд, карта. Видимо, не здесь. Ну ладно, потом поставлю. Так, улучшение оружия. Черная вдова. Во. Давай, на все. На все. Фигарь на все. Станция модификации оружия. Так, вот здесь у нас теперь... так, это гадюка, богомол. Вот, черная вдова. Кстати, тяжелее, охренеть. Так, что у нас вообще здесь? Прицел, удлиненный ствол, запас термозарядов, модуль концентрации. Вот, сверхлегкие материалы ей поставим. Так, улучшенный прицел. Удлиненный ствол. Блин, вес большой. Но, с другой стороны, можно просто пестик убрать. Вот так вот. Я все равно пестиком не стреляю, так что нормально. Пёсь, что такое? Good dog. Хорошая собака. Покупайте без наценки на доставку. А как я пойму, там есть наценка или нет? Автоматическую кормушку для рыб купила? Нет, а где ее купить надо? Будешь когда-то играть в Hollow Knight? Не думаю, на самом-то деле. Игра такая очень жоподробильная. Не, хотя если когда-нибудь закажут, может и пойду. Не буду зарекаться. Супер сексапильный домик. Если возьмешь ее на задание, я буду отвлекаться. Это он про кого? Это он про кого? На земле ведь тебе нелегко пришлось. Все еще хочешь вернуться? Да, черт побери. Но теперь я понимаю, что пользы от меня больше здесь. Пока. Мы вернемся туда. Знаю, я сделаю все для этого возможное, командир. Только без воздушных крушений. Не могу обещать, уж мне это понравилось. Кроме того, мне нравится, как Эстебан напрягается. Загляну к тебе позже. У тебя сверху написано, была наценка 10%? А, да? А, ну да. А мне надо к цитадели, что ли, прилететь, чтобы это было дешевле, да? Поняла. Будем прилетать. Так, инженерная палуба. Так и запишу. Приехать в Москву к Элли с черной вдовой в коробке. Зачем? Не поняла. Зачем? Ты в магазинах на цитадели видела же, что там же, где и рыбки продают. Я рыбок видела, кормушку не видела. Да, мы называли их коллекционеры. Они сражались на стороне жнецов. Долгое время никто не догадывался, что они... И когда же вы догадались? У Шепарда не было выбора, иначе как убить тех, кто там остался. Они были одурманены очень давно. Соболезную. Спасибо. Это было актом милосердия. Да, думаю, что так.
На войне со жнецами я видел много странного. Скажем, как-то целое поселение Денсарин решило заняться изучением вещей, которые были куда сложнее их понимания. Механика небесных тел, морфологическая симуляция галактических языков. Даже мы в таких вещах мало что понимали. В тот момент мне показалось, что они сошли с ума. Теперь, после происшествия на том астероиде, я думаю иначе. Поковыряюсь в носу, пожалуй. Так, мне нужно найти этих, кого я отпустила, да? Я ж там какую-то матку чего-то там я отпускала. И Кроганов. Мне надо к Кроганам полететь. Блин, ну я не видела задания, где к Кроганам лететь. Вот в чем прикол. Сузи не пилотирует Нормандию, она и есть Нормандия. Нет, она просто пассажирка на Нормандии, совсем как мы. Этот корабль летал в космос, когда Сузи еще даже не создали. Инженер Данелли прав, Нормандия СР-2 могла летать в космос и до моей установки. Смотрите, Сузи со мной согласна. Сейчас разум Сузи и Нормандия стали одним целым. Сейчас нельзя переставить процессор ядра ИИ на другой корабль. Инженер Адамс прав, формирующие мое сознание процессы распределены по всему кораблю. Смотри, Сузи со мной согласна. Но в отличие от Сузи, наши мозги не могут существовать отдельно от тел. Это потребность органика. Тебе нужно расширять определение жизни. Джокер пилотирует Нормандию, и ему для этого не нужно тело Сузи. Когда Сузи управляет кораблем, она становится просто пилотом, как Джокер. Сузи не пилотирует Нормандию, она и есть Нормандия. Нет, она просто пассажирка. Понятно, у них какой-то этот спор по кругу, да? Как там прапор, живой или наказание получил? Ну, я на него ругаюсь пока что. Но вообще, кстати, надо бы клип сделать с тем, как это... Что мы придумали с ним сделать. Но я не помню тот момент, где это было. But unlike Edie, our brains couldn't have existed without our body. Edie can direct the Normandy with her thoughts. Сузи может управлять Нормандией силой мысли. Она видит лишь и чувствует при помощи сенсорных систем корабля. Нормандия ее тело. Я видел тело Сузи, ее изгибы и округлости будут поприятнее, чем корпус Нормандии. О чем ты думаешь, Сузи? Есть ли что-то кроме этой херни? Ну все, хватит, у меня сейчас башка взорвется. Не забывай заходить сплетничать с Касуми. А куда мне заходить? Я на самом-то деле сколько бегаю по кораблю, я не могу найти людей, с кем мне тут побазарить. Так, ну в мужском туалете вроде никто не живет. Здесь тоже никого нет. Так, это медицинский блок вроде. Да. Капитан. У вас все в порядке, доктор? Альянс все прибавил и подновил, но свой старый медотсек я узнаю. Как дома. Возвращением. Спасибо. Не будем терять время. Если позволите, я вас осмотрю. Да, лишняя проверка не повредит. Только без скальпеля, ладно, док? Увы, я странно разочарована, но манипуляция не инвазивная. Я просто хочу провести диагностику имплантов и снять кое-какие показатели. Хорошо, твои импланты практически не отторгаются организмом. Веди себя правильно, Шепард, и твои шрамы исчезнут и никогда больше не появятся. Все. Вы у нас просто эталон здоровья. Сожалеете, что работали на Цербер?
Мы на них не работали, мы их использовали. Если я что-то чувствую, так это вину. Мы взяли их деньги, их людей, их лучший корабль. Мы использовали их для победы над коллекционерами, а теперь воюем против них самих. Так что нет, я ни о чем не жалею. How's our inventory Как of наш meds? запас медикаментов? Полностью обновлен перед отлетом с Земли. Хватить должно надолго, даже учитывая, сколько раз в тебя стреляют по дню. You've never Вы mentioned никогда any не of your рассказывали family. о своей семье. Там не о чем особо говорить. Я последняя в роду профессиональных врачей. Альянс мой супруг, а вы мои дети. Спасибо за фоллоу. У меня много хороших друзей, но с каждым уничтоженным кораблем Альянса их становится все меньше и меньше. Пора заканчивать эту войну. I'll see you around, Doctor. Еще увидимся, доктор. Береги себя, Шепард. Так, ну здесь ничего нет. Что там, ей бутылку надо снова покупать? Вроде не. Вроде нет. Так, а с другой стороны должна быть Лиара вроде, да? Будет спех? Спехс? Рада снова тебя видеть, Шепард. What have you been up to Чем since ты we last занималась saw с тех each пор, other? как мы расстались? После того, как ты помог мне справиться с серым посредником, я начала искать способ защититься от жнецов. Спасибо, Алексис! Я узнала, что... 100 грамм картошка. Я прослушала, что он сказал. Чат, повторите, кто видел. Я пропустила весь текст нахрен. А ты можешь повторить, пожалуйста? Можешь, отлично. Что-то там 100 грамм картошки? Какой 100 грамм картошки? Пусть донатер и повторяет. Какой ты вредный, капец. Капец. Но я же это... Я просто не могу свернуться. У меня там ОБС, если честно, вообще жопа. Он так плохо выглядит. Вот. И я что-то это не могу понять. Алексис, спасибо тебе большое, дорогой, за донат. Спасибо за поддержку. Так. Чем занималась? После того, как ты помог мне справиться с серым посредником, я начала искать способ защититься от жнецов. Стоящая информация была только у протеан. У более старых цивилизаций встречались лишь отрывочные записи. Я узнала, что призрак тоже охотится за этой информацией, когда мои агенты начали рыться в деталях. Я думала, что запутала следы, но у него везде были свои шпионы. То есть, короче, призрак еще круче, чем серый посредник, что ли, жесть? Как проходила жизнь, твоя жизнь серого посредника? Захватывающе. Это его корабль. Впечатляет, но он не был предназначен для космических перелетов. А это привело к тому, что в конце концов на Халагазе меня нашел призрак. Что случилось? Я знала, что он придет. Мы с Фероном погрузили в челнок все оборудование корабля, которое смогли. Мы отвлекли внимание кораблей Цербера и ускользнули от них. И чем отвлекли? Протаранили крейсер Цербера кораблем-посредником. Думаю, призрак не ожидал, что я расстанусь со своим имуществом таким зрелищным образом. Ты можешь работать как посредник без этого корабля? Я не могла позволить призраку заполучить его, я спасла самое главное. Сеть моих агентов действует, хотя жнецы ее и проредили. Но на то, чтобы восстановить контакты, нужно время. Если вы сбежали вдвоем, где же Ферон? Он убедил меня, что восстановился и готов работать, а мне нужны агенты. Во время последнего сеанса связи и агент Ферон не сообщал о повреждениях. Верно. Учитывая то, что он выжил, я могу не волноваться. То есть она там с этим Фероном тусила, пока ты ей хранила верность? Вроде как она не изменяла, и он просто друг. Вроде как. Ну, тоже сомнительно. Привет, Хипнотот. Вносят разлад в отношении Элли и Лиары. Так. Ты взяла с собой своего маленького помощника? Его зовут Глиф. Он помог мне систематизировать данные, которые привели меня к архиву. Я был рад помочь вам, доктор. Глиф подключается к потокам данных, его аналитические программы нам пригодятся. Жесть, сколько у нас тут ИИшек. Да знаем мы таких, просто друг.
Что ты знаешь о протеанском артефакте? Нам повезло, что сохранилось достаточно данных для того, чтобы восстановить чертежи. Но для их расшифровки понадобятся все специалисты, которых мы сможем найти. Пока училась в школе, все бы отдала, чтобы взглянуть на эту штуку. Поговорим позже, Ляра. Конечно. А потрогать ее за попец, не? Протеанские записи, часть 1. Подумать только, что видел этот протеанин. Если их технология позволяет сохранить тело на 50 тысяч лет, неудивительно, что они смогли построить на Марсе такое устройство. Конечно, надо бы дать ему время прийти в себя, но богиня милосердная, когда у нас еще будет шанс узнать так много об их цивилизации. Не знаю, что и думать о протеанине. Я заговорила с ним, когда мы летели в другую систему, но он был не особенно настроен на диалог. Он говорил немного и в основном о жнецах и нашем возможном поражении. В чем же дело? В том, что он солдат и скорбит по своему собственному народу, или фундаментальной разнице наших культур? Так, запись допроса с сотрудниками Альянса агента Цербера. Это фигня. Лярочка, иди сюда, моя малышка. Я покажу тебе то, чего ты еще, возможно, не видела. Как там мужики обычно подкатывают, а? Так, увеличение боезапаса или щиты. А, то есть я должна выбрать, что ли, что-то одно? А, ну я выбрала, в принципе. Что она там видела? Твои подкаты к Миранде во второй части? Это она ко мне подкатывала, а не я к ней. А, одно. Ну ладно, я нормально выбрала. Я губу раскатала, думала, там еще что-то можно выбрать. Здорово, Гарус. Шепард, я думал, ты забыл, где я обычно зависаю. Извини, много дел. Кажется, ты вполне освоился. После того, что я недавно прошел, калибровка огромного орудия, расслабляющий отдых, отвлекает от тяжелых мыслей. Ты нам понадобишься не только ради точного оружия. О, я готов. Только без огромных пушек не обойдется. Много пушек. Властелин не сдался без боя. Не думаю, что тысячи его друзей поведет себя иначе. Я все еще не знаю, правильно ли я поступил, покинув Половен. На Земле я видел мальчика лет 6-7. Он погиб, когда Нормандия уходила от удара. Я почему-то живу, а он нет. То, что мы оказались правы насчет жнецов, вовсе не ощущается победой, да? Мы знали, что сражение будет тяжелым. Как будто жнецы могли бы нас разочаровать. По крайней мере, правительство прислушалось ко мне или сделало вид. Мне наконец-то дали отряд, видимо, чтобы я заткнулся. Значит, ты теперь старший эксперт? Я следовал твоему примеру, Шепард. Если кричать достаточно громко, кто-нибудь обязательно выглянет, чтобы разобраться, в чем дело. Не то, чтобы им было дело какое-то до этого дела. Пока не разразился ад, и тогда тебя сделали главным. Совсем не как раньше, да? Спектр-одиночка и агент СБЦ действуют на свой страх и риск, без какой-либо поддержки. Теперь нас уважают. Мы потеряли достаточно друзей, чтобы этот день никогда не настал. Думаю, мы все это заслужили. Первого жнеца убьем из этого орудия, чтобы почтить друзей. Только прикажи. Ты хотел еще о чем-то поговорить? Ты одобряешь кандидатуру нового примарха? Это не имеет значения, мы идем на войну с той армией, которая у нас есть. Он сдержит слово. Я никогда не слышал, чтобы Виктус лгал. Рискованные решения, отход от намеченной стратегии, да, но предать союзника не его стиль. А если он попробует, мы просто найдем другого примарха. Генералы отдают тебе честь, Гарус. Как высоко ты находишься в иерархии?
Давай не будем об этом говорить. Primarch Vicarian. Прославленный герой войны, Warrior. примарх Вакариан. Somebody's gonna have Когда to все rebuild это Paladin кончится, when кто-то this is должен over. будет заново отстроить половину. Да, кто-то, кто знает, как держать молоток. So what's this Reaper Расскажи task мне про force свою you've been оперативную группу. После того, что случилось с тобой в пространстве батарианцев, я понял, что время выходит для всех нас. К совету Цитадели обращаться не имело смысла, и я поступил так, как вряд ли поступил бы в другой ситуации. Я отправился к He used to work отцу. for CSEC, didn't Он he? работал в СБЦ, верно? Насколько я помню, у вас с ним были разногласия. Это слабо сказано. Но он обладал значительным влиянием на турианском правительство. Примарх, то есть старый примарх, был нашим другом. Так что я отправился к отцу и выложил все, что мы узнали о жнецах от Сарана до базы коллекционеров. Let me guess. Дай угадаю. He laughed in your Он face. рассмеялся тебе в лицо. Удивительно, но нет. Он просто выслушал меня. Отец помешан на правилах и порядке, но он никогда не позволял политике влиять на его суждения. Если связь была между событиями, и он не отрицал ее. Он увидел то, что мы знали уже давно, жнецы I'm glad наступают. someone finally agreed. Хорошо, что хоть кто-то согласился. Он не просто согласился, он рассказал I примарху. like his style. Мне нравится его стиль. Но примарх не разделил его уверенность. Отец продолжал настаивать и в итоге вынудил его выделить символические ресурсы. Назовешь их отрядом и вроде как уже что-то предпринял. What did you do with И it? чем вы занимались? Добился всего, что только мог, и еще немного. Мы укрепили линии связи, увеличили аварийные запасы в колониях, улучшили протоколы раннего обнаружения. You think it helped? Думаешь, это помогло? Хочется верить, что это выиграло для нашего флота немного времени. Мы узнаем, когда война будет окончена. I know you don't have any Я знаю, что illusions ты about трезво what we're up оцениваешь against, то, с чем Garrus. придется столкнуться, Гарус. How do you Какие, rate our по-твоему, у chances? нас шансы? Я знаю, что на первый взгляд положение у нас незавидное, но я думаю, Шепард, что мы сможем победить. Первый раз с тех пор, как я родился. Я понял это еще когда служил в СБЦ. Неотвратимая болезненная смерть отлично мотивирует. Вместо того, чтобы ставить под сомнение каждое твое слово, целые цивилизации умоляют тебя спасти. After what's happened to Paladin, Ты you еще still не... believe that? Ты все еще веришь, что после того, что случилось в половине? Я не говорил, что это не будет потери. Если после войны останется хоть один выживший, значит сражение того стоило, но люди стремятся спасти всех. В нашей войне это невозможно. You mentioned you Ты still говорил, had на family половине in у тебя Paladin. родные. Батя и сестра. How long has it been Ты since давно you heard последний from раз получил от них вести? Достаточно давно, чтобы начать волноваться. them? I'm sure they're Уверен, okay. с ними все хорошо. Шепард, один из недостатков того, что стареешь, банальности стареют вместе с тобой. Скорее всего, что у нас... Скоро все, что у нас останется, это слепая надежда и... А я ненавижу слепоту. Все, поняла. Так, все. That's all for now, Garrus. Может, вам прикупить большую пушку и калибровать вечерами? Дурак! Пока, знаешь, мне кажется, что внизу какие-то нелады, их нужно устранить в самое ближайшее время. Чего? Где? Какие? Что? Что-то внизу надо сделать? Так, идем в каюту, но у меня тут вроде ничего нет. Спутники мои дорогие, писем у меня нет. Писем у меня нет. Писем у меня нет. Со мной все нормально, нормально нереально. Ту-ту, туру-ту-ту. Так, ладно, что у нас тут вообще? Ой, ядрить твою налево. Вот, Грисомская академия должна быть эвакуирована до уничтожения ее жнецами. К сожалению, сигнал идущего на помощь эвакуационного транспорта испускали жнецы. Отправляйтесь к академии и спасите студентов, если это потребуется. Так, а где это?
Квестиков, да, многовато. Немного. Ваня, привет. Ну как оно? Как жизнь молодая? Signal confirmed. Ой-ой-ой. Отогреваюсь. Что там опять снег копал? Радиаторы из искусственных алмазов. Неплохо. Блин, кстати, а искусственные алмазы, они как и натуральные прочные или нет? Потому что они искусственные. Так, а мне не сюда. Спасти курсанта, вот. Но здесь процентов нет, значит, здесь, типа, ничего не найти, да? Так. Юрочка, привет. Так, курсанты. Курсанты. Кого мы берем к курсантам? Давай возьмем Сузи и Джеймса или Гаруса. Ладно, Ляру давай возьмем. Люблю этих двух девок. Так. И на сигнал кое-кто откликнулся. Там крейсер Цербера из десяток истребителей держит блокаду. Многовато для открытой схватки. Похоже, им сильно сдалось это место. Принимаю входящую передачу. Послушаем. Нормандия, говорит Калли Сандерс, директор Грисомской академии. Нам требуется немедленная помощь. Цербер атакует здание. Им нужны мои студенты. Я капитан Шепард, прямой заход перекрыт. Знаю, они захватили стыковочные отсеки. Другие способы есть? Вспомогательный грузовой порт попробую открыть. Хорошо, зайдем на шаттле и заберем ваших курсантов. Джокер, отвлечешь их? Спрашиваешь? Искусственные алмазы по прочности не уступают натуральным, но бриллианты из них не сделать, поэтому они считаются исключительно техническими. Нет, но они же считаются искусственными бриллиантами, нет?
Но, понятное дело, они не настоящие. У них там, типа, то ли огранка другая, то ли что-то, не помню, чем они там отличаются. Удерживайте позицию, мы вернемся. Боже, как же хорошо Сузи, не могу, такая она сексуалка. Можно замутить с Сузи? Кто тебе такое сказал? Искусственные чуть прочнее обычного стекла? Да? Нет, я вообще изначально спрашивала, типа, искусственные бриллианты, они по прочности, как и настоящие, или нет? Вот, что вопрос изначально был такой, ну, типа, про прочность. О, в чате пишут, что искусственные алмазы по прочности не уступают натуральным. Вот. Санек, ты хочешь сказать, что на самом-то деле они, типа, фигня? Непрочные вообще? Я только после прочтения просекла, кто такая Кали. Ну да, очень приятно. А есть книги по Mass Effect'у? Надо было брать не этих девчух, ну ладно. Сандерс, это я, все чисто. Спасибо, капитан. Адмирал Андерсон всегда повторял, что вы лучше всех. А когда за моими курсантами охотится Цербер, нужна помощь лучших. Сколько вас здесь? Меньше 20. Большинство отправили домой, когда началось вторжение жнецов. Но несколько добровольцев остались. Некоторые работали над прототипами техники для Альянса. И еще биотики, которые тренировались для проведения военных операций, работали вместе как биотическая артиллерия. Вы упоминали адмирала Андерсона. Да, мы познакомились, боже, как же давно, 20 лет назад, когда он был кандидатом в спектры. Я видела, как его предал Сарен. Дэвид спас тогда мне жизнь, он хороший человек. Он был на земле, когда напали жнецы, он остался, когда мы улетали оттуда. Я не слышала. Новости до нас не доходят, он жив? Жив, не дает врагу расслабиться, возглавляет сопротивление. Хорошо. Если мы отсюда выберемся, скажи ему, чтобы постарался выжить. Если несколько месяцев мутузить грушу к войне не подготовишься. Верно, но Альянсу нужны все доступные ресурсы, а наши курсанты — ресурс уникальный. Они хотели помочь, как можно было отказать, когда галактика распадается на части. Держитесь, я пытаюсь заставить связь работать. Это Фробер, в зале Орион зажаты курсанты. Нас окружили Цербер, они уже совсем близко. Черт. Зал Орион. Это через двери и дальше по коридоре. Двери я открою. Я приведу их сюда, и мы побежим к челноку. Спасибо, капитан. Я останусь тут. Если повезет, смогу вернуть управление систем. Разумеется, и ценник тому явное подтверждение. А, поняла. На нее Джокер глаз положил. Ты хочешь другу поднасрать, что ли? Кто сказал, что он мне друг? Ну ладно, пускай. Блин, а зачем им курсанты? Я понять не могу. Сейчас мы все проверим, вдруг тут что-нибудь, конечно же, лежит, спасибо. Вот люблю я таких разработчиков, знаете, они делают вот какую-нибудь вот эту вот записюшеньку, в которой ни хера нет, кроме какой-то очень интересной, там, я не знаю, бумажечки, какого-нибудь лутика, еще что-то. То есть они вознаграждают супер интересующихся людей, которые, блин, каждую дырку обсматривают. Но не все разработчики такие козлы.
There may be more nearby. Их тут может быть еще много. Притворись мертвым, пускай пройдут мимо, потом найди Сандерс. Хорошо, но моя сестра Шон где-то там. Личный дневник. Достижения в учебе. Ребятишки учатся, но я беспокоюсь. Не думаю, что нам хватит времени, чтобы нормально натаскать их. В бою они долго не протянут, опыта маловато. Постараюсь их подготовить. Не думала, что чем-то так увлекусь. Что мне будет не все равно, но я никому не дам им навредить. Они мои дети. Мои. Дети мои. Хотите пиздюлей? Проверка домашнего задания. Противник без щита на 2 часа. Противник со щитом на 12 часов. Крупнокалиберные пистолеты у обоих. Как наиболее эффективно их нейтрализовать. Ваш ответ – ударная волна. Правильный ответ – сингулярность, потом деформация. Комментарий инструктора. Ударная волна не работает против врага со щитом. Барьер не продержится достаточно долго, чтобы сингулярность подмяла обоих. Деформация же в нестабильном абиотическом поле сингулярности приведет к взрыву, который нейтрализует врагов. Кисонька Пруэт. Чего ты неткаешь? 99. Вот оно. Дождалась я, дождалась. Так. Так, а мы тут типа шорткатик открыли или что? Нет. М22 потрошитель. Пестик какой-то, что ли? Какой-то пестик. Хватит мое сердечко торкать. Буду торкать его каждый день. Торкать. Шесть меня плющит. Так, мне кажется, туда надо. Но мы тут побегаем. Мнемовизор. Она истекает кровью, Шепард, надо ей помочь. Шон, ты меня слышишь? Откуда ты знаешь, как меня зовут? Я спас твоего брата. Он сейчас у Кали Сандерс. Сможешь до нее добраться? Да, мне только минутку, надо отдохнуть. Спасибо. Деньги. Деньги! Денежки! Денюги! Мои родные! О, мотыга. Жесть, сколько здесь пушек всяких. Капитан, у меня есть экстренное сообщение от курсантов в зале Орион. С ними один из наших инструкторов, но он долго не продержится. Какой-то... О, это Джек? Волосюхи отрастила. Всем залечь, эта штука вам не по зубам. Шепард, держи ее подальше. Так, давай-ка... Перезагрузка. Деформация. Все?
Приготовились, впереди враг. Врлак. Господи, у меня капец. Речевой мой аппарат не работает. Нерабочий рот, нерабочий рот. Я его наоборот, я его наоборот. Калли сказала, что подала сигнал бедствия. Не думала, что отзовется сам король бойскаутов. Так, проверяем усилители. Прэнгли, поле слишком слабое. Цербер не сдаться тебе от жалости, как та девчонка, что ты привел в студенческий бал. На, студенческий бал. Бери сок и батончик. Выходим через 5 минут. Черт, сколько раз я тебе говорила не доверять Церберу. Ты была у них на крючке, Джек. Я спас твою задницу. Хочешь за это медаль? Хочу, чтобы ты заткнулась, и мы могли сделать свое дело. Характер Джек совершенно не изменился. Привет, Сузи, клевое тело. Теперь ты похожа на игрушку для мальчиков, а не на сексуальную игрушку. Ладно, сейчас важнее всего вывести отсюда моих ребят. Ребят? Да, похоже на то. Не знаю никого, кто бы мог позаботиться о них лучше. Но у меня было много свободного времени, пока ты играл в героя. Офицеры Альянса знали, что я помогала тебе, и они предложили мне это место, а ученики хорошо отреагировали на мои методы обучения. Хаотическая психодурь! Я тебя уничтожу! Расслабься, Родригес. Ты даже размокшую туалетную бумагу не уничтожишь. Кортес в группе излечения. Сколько у нас времени? 2 минуты в лучшем случае, капитан. После этого нам мимо них не пройти. Уходи оттуда и возвращайся на Нормандию. Найдем другой способ возвратиться. Так точно, удачи. Шепард Сандерс. Курсанты в безопасности, но с челноком не выйдет. Понятно, могу найти другой выход, но мне понадобится доступ к камерам по всей станции. Сможешь отключить охранные блоки Цербера? Их задействовали через зал Орион, так что это несложно. Скажи, придумаешь новый способ, когда придумаешь новый способ выбраться со станции. Тоже язык заплетается рядом с Сузи. Конечно, она же такая хороша, чертовка. Вообще, на самом-то деле, я бы реально... Вот Лиари я бы изменила с Сузи. Вот я бы вместо Лиары выбрала бы Сузи вообще изи. Просто легчайше. Но, правда, да, есть вопросики по поводу этого, там, типа, на нее запал мой друг, вот это вот все, да. Но она хороша, чертовка. Кусок холодного металла. От того она нравится еще больше, понимаешь? Ты меня не понимаешь, короче. Так. А что такого важного в этих курсантах? С биотической точки зрения, в смысле? Что может быть страшнее разозленного биотика? Целого отряда биотиков? Это как биотический артиллерийский залп. Любого, кто попадет под раздачу, порвет в куски. Разве не с этим ты боролась на Праге? Ты прекрасно знаешь, что не с этим. На Праге и Цербер мучил детей. Эти парни старше, и они здесь добровольно. И еще единственные, кому будет больно, это враги. Надо сказать, ты выглядишь отлично. Да, понимаю. Наверное, нахваталось всякого от тебя. У меня никогда не было семьи. А эти ребята... Любого, кто обидит моих учеников, я разорву в клочья. Как твои курсанты относятся к войне? А как ты думаешь? Они же простые подростки. Еще несколько месяцев назад их главной проблемой было найти писю. Я не успела дочитать. В любой непонятной ситуации вставляй письку в текст. Девочка Новиков, привет! Мечтают ли тостеры об электроовцах? Что за электроовцы? Так. Насчет биотической артиллерии. В теории все замечательно. Может поучаствовать в настоящих боях, они поймут, что к чему. Но им бы лучше обеспечивать прикрытие, держаться позади, помогать с барьерами и всем таким. Ты им это говорила? Нет, я должна верить в них.
Я поняла кое-что из твоих несчастных речей. Stay close. Держись We'll рядом. get you out of here. Мы вас отсюда вытащим. Хорошо. Йоу. Йоу-йоу, bitch, motherfucker! How does camera access get us off this Как доступ к station? камерам поможет нам? Нужно добраться до челноков Цербера. Крейсер станет стрелять по своим, автонаводка не будет работать. У нас будет шанс сбежать. Если я смогу использовать камеры, то найду путь к челнокам и не позволю Церберу подобраться. Деньги, деньги, денежки. I can't believe you and our teacher work together. Commander Shepard? With both of you. We'll be ready when you need us, Commander. Maybe we've got a chance. Wonder why she never mentioned it. Я укушу рейдерюху. Укушу за сисюху. Так, мне нужно было найти какой-то ноутбук. И какой? Важная цель. Студенческий номер 125D Пенгли. Статус захват, приоритет альфа. Доставить живым любой ценой. Объект ценен биотическими способностями высокого класса и навыками лидера. Основной кандидат для одурманивания, сильной модификации и последующего внедрения в ряды противника. Так вот, зачем они напали сюда. Сандерс, проверь доступ. Да, есть. Кратчайший путь через атриум, но Цербер заблокировал двери. Нужно отключить магнитные замки. Их блоки должны быть прямо над каждой дверью. Найти ручное управление. Что? Проблен? Райдерюша, Райдерюша, у тебя такие классные есть сисюши. А еще писюша. Got it. Теперь двери можно открыть. Я отправлюсь к челнокам. Когда свалим отсюда, пойду на пляж. На какой же? На Илиуме. У отеля Лазурь есть отличный пляж. Волны, все дела. Ой, хочу на море. На море, моречка, на море, море, моречка соленое такое. А куда мне идти? Я не понимаю. Я не понимаю. Куда идти мне дальше? Может быть, кто-нибудь подскажет? Women. Кстати, а это... Кто там английский знает хорошо? Напомните мне правила, когда правильно говорится woman, а когда women. Women — это в множественном числе? Я помню, что man всегда говорится man. Ну, типа... Только вроде пишется по-разному, не? Women множество, все поняла. Всем быть наготове. Мы войдем первыми и примем на себя их огонь. Мы пройдем следом по второму уровню и ударим по этим врагам сверху. Хорошая стратегия. Так курсанты укрыты. Цельтесь получше и берегите себя. Ладно, я не тренировала вас для того, чтобы вы сейчас смогли помереть, так что не высовывайтесь зря, выберите каждый по цели. Курсанты Гроссомской академии, станция блокирована. Солдаты Альянса вам не помогут. Они могут только убивать вас. Сдавайтесь без боя, и никто не пострадает. Засранец. Проклятие, они обращаются ко всем. Курсанты, нужно переключить инструмент трона на приватный режим. А что если они говорят правду? Вы ведь уже сражались с Цербером. Вас для этого тренировал лучший специалист. Да ладно, Родригес. Они такие же вежливые только потому, что в прошлой драке ты их напугала. Проучим гадов, покажем, что еще есть порох в пороховницах. Let's go. Let's go! Let's go, 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 go. Хочу лутаться. Иди в жопу, не стреляй по мне. Я хочу лутаться. Ой, кажется, у меня тут гранат. Ready for action? Ready for action!
Кто пуля... Ах ты, падла. Жесть, он вообще в прах превратился. Так, подожди. А что здесь? А здесь что? А лут? А лут? А лут? О! Так, остальных доставить живыми, подопытную 0, доставить для дальнейших экспериментов и возможного кондиционирования. Психологическое профилирование показывает, что наиболее эффективной тактикой будет взятие студентов в заложники. Кали, мы в атриуме. Я вернусь обратно к челнокам, встретимся там. Что, тут не полутаться, да? Так, турель убрали. Ай, как не вовремя. Нормально, бежим. Все целы? Родригес ранили в руки, потому что она не следила за своим барьером. Капитан, я добралась до челноков Цербера незамеченной. Правда, они все равно знают, что мы затеяли. Проклятье! Всем отступить в отсек для шаттлов! Не знаю, кто вы, но держитесь подальше. Я капитан Шепард из Альянса. Я здесь, чтобы помочь. Предыдущим гостям я не поверила. С чего бы верить теперь? Квадратный корень из 906... Здравствуйте, капитан Шепард. Дэвид, ты его знаешь? Да. Он спас меня от Цербера. Послал меня сюда. Все стало тихо. Ты отлично справилась, обесценивая вашу безопасность. Чего? Курсанты биотики там наверху, оставайся с ними. Хорошо, и... Да, спасибо. Он теперь выглядит намного здоровее. Я тебя помню, ты компьютер Нормандии. Прости. Не надо извиняться. В Гриссомской академии было хорошо? Да. Я считал. Что-то конкретное? Число дней, которые живу благодаря тебе. Пост охраны. Я взломал замок. Оружие. Много оружия. До свидания. Lots of guns, lots of guns, lots of guns. Ганс, 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 лутать! О, мотыга. Мотыга — это хорошо, я считаю. Еще что-то будет, нет?
Он сказал lots of guns. 2 это не lots, если что. Капец. Хотела игру с последствиями между частями, получай. А если его, короче, оставить с его братом во второй части, здесь его не будет, да? Кстати, твой лут-гоблин был доволен в БГ-3? Да, очень доволен. Может, он считать не умеет? Не, он же там какой-то супер умный вроде. Считает он нормально. Похоже на схемы интерфейсов усиления. Не такие хорошие, как у нас, но посмотреть стоит. Я заменила на мотыгу. Оу, щет. Оу, щет. Я не уверена, что это лучший вариант. Ладно. Я просто уже привыкла очередью это. Въёбата! Го въёбата! Чё он там крикнул? Челноки почти готовы. Чего там? Скорее, капитан, господи. Калли, как все происходит? Челноки разблокированы. Бери управление, сажай курсантов на борт. Стоп, где Родригес? Ой, бля, это Родригес, господи Иисусе. Ей нужно прикрытие. Ей нужно что-то большее.
Дэвид погибнет? We flew out on a Cerberus shuttle. Мы Watch вылетели your на fire. челноке Цербера. Да, вижу вас на датчиках, уже скоро. Спасибо, капитан. Не будь тут вас, мы бы не выбрались со станции. Да хуй с ними. Мы всех надрали. Как причалим, вы всем сделайте себе наколки за мой счет. Че набьете? Символ пути, песчаный кулак, может, единорога для Родригеса? Да идите вы! Поверить не могу, что они живы. Я хотела предложить сделать из них группу поддержки, но, похоже, они уже готовы. Чат, что решаем? Что лучше? Использовать их как поддержку или готовы к бою? По сути, я так понимаю, они и там будут, как бы, да, это все делать. Что хочешь, то и решай. Алексей Мицабиненцевич, ротик ваш наоборотик. Я попросила у вас помощи. Говорю, что выберем. Все остальное я решу сама. Хорошо? Здесь мне нужна помощь. Вот вы, сучки, грязные все. Ладно, пускай будут в поддержке. Определенно готовы, но Альянсу нужны в качестве прикрытия. Что? Мы обучались артиллерийскому делу. Артиллеристов у нас хватает. Нам нужно усилить передний край. Чё за бред? Раз мы им нужны там, то пойдем туда. Да и там, я думаю, нам стрелять выпадет. Капитан, наблюдаю вас визуально, готовлюсь к стыковке. Эй, Джек, раз ты теперь в армии, будешь форму носить или тебе офицерские знаки наколят? Пошел в жопу! Полетный отсек. Полетный отсек. Джек обещала следить за речью, чтобы показывать профессионализм, которого ждут от учителя. А копилку сделала там пятачок за мастерок, или что, разобьем ее и купим... Джокер, иди. Шепард, провалиться мне, если это не отрада для устных глаз. Я тоже рад видеть вас, сэр. Сэр? Я тебя восстановил в звании, но это не дает тебе права со мной формальничать. Тогда я рад, что ты уберег мою задницу, Андерсон. Так-то лучше. А ты времени даром не теряешь, уже в работе? Страшно подумать, что стало бы с этими детишками, попадя они в лапы Цербера. Они явно готовы помочь. Эти студенты лучшее, что может предложить человечество, а мы бросаем их в битву. Черт возьми, ненавижу эту войну. Об этом хакер не рапортовал. Калли Сандерс в безопасности, она с новобранцами. Спасибо, Шепард. Когда я услышал об этом нападении, я и так немало друзей потерял. Она просила меня передать вам, держитесь. Вот оно как. Спасибо, Шепард. Это первая хорошая новость за неделю. Конец связи. От нас тут ничего не требуется, ты же игру проходишь. А потом все повесит на чат. А чего толк от игры, если мы решаем за тебя? Я не хочу решать там. Я не хотела там решать, понимаете? Разве тебе неприятно, когда сама решаешь, а потом видишь результаты своих решений? Нет. Потому что я что-нибудь запарю и такая, бля, как я херово решила, надо переиграть. Так, у нас плюс 400 человечек, хорошо. Что ты запорола в 2 частях? Да вроде ничего. Но вы мне там чуть-чуть подсказали во 2 части. От Стивена Хакета. Пересылаемое письмо от Калли Сандерс. Здравствуйте, капитан. У меня не было времени должным образом поблагодарить вас, когда вы спасли нас в Академии, и адмирал Хакет согласился переслать вам мое письмо.
Мои студенты сейчас на дежурстве, а я всем, чем могу, помогаю в работе над Горном. Это потрясающий проект, самый сложный из всех, что я видела. Самые технически подкованные мои ребята остаются, чтобы принять участие в проекте, и когда я вижу, как они работают... Вот за кем будущее, капитан. Этот проект ознаменует многие поколения человеческого прогресса. И благодарить за все это будут вас. С наилучшими пожеланиями, Калли Сандерс. Блин, слушайте, они так все благодарят, как будто я умру. Ну, в смысле, Шепард помрет. Так, я сейчас приду. Я тут что подумала. Вот у меня болит живот. Значит, кто-то в нем живет. Если это не глисты, значит, это сделали вы. Да не, на самом деле я что думала. У меня болит живот, а я захотела какао. Но у меня от молока тоже болит иногда живот. Не всегда, но очень часто. Стоит ли мне пить какао? Вопрос. Кушать не пойдем? Не, пока не пойдем, наверное. Твой живот наоборот. Да, спасибо. Чего там что-то... Алекс удалено сообщение, Лешино сообщение удалено. Что там было? Запоришь и запоришь. Что теперь? Значит, так надо. Нет, так не надо. Не надо так. Не надо. Здесь вот я хочу закончить на концовку, где мы победим жнецов. Значит, все должны остаться живы. Максимально. Вот. Допустим, когда мы пойдем там в Балдуру, там я просто буду играть и играть в кайф. То есть я там не буду, чтобы у меня там все выжили. Там вот это вот все. Как бы, кстати, когда в Балдуру? Что у меня? Это кодекс, господи, думаю, что так квестов много. Но квестов тут, да, не меньше. Так, это все на цитадели. Так, это сюжетка, да. Предел Исмар, компоненты прототипа. Ученые ищут пропавшие прототипы систем биотического усиления. Найдите компоненты этих прототипов в пределе Исмар и передайте их ученому на цитадели. Давайте в предел Исмар тогда летим. Хихекаю. Чего ты там хихекаешь? Хихекает она. По сраке тебе сейчас дам, блин. Хихекалка не выросла. Жизнь мне плющит что-то вообще. Так, что-то там Исмар, да, у нас? Где Исмар? Господи, почему я читаю «Колыбель Джигурды»? Ладно. Так, и... О, предел Исмар. Поехали. А я говорил, глазной червь БГ-3 уже растет. Я считаю, это все Тим виноват. Вот, это все Тимчик виноват, да. I found something. Окей. Вдруг жнецов никак не победить, но можно по-разному умереть. Блин, тогда грустно, конечно. Тогда грустно. Тогда похеру, как умирать.
Улучшенные биотические импланты. Все, мы получили их, да, вроде? Вроде да. Так, а тут больше нет никаких этих других систем. Вроде нет. Конечно, я виноват. Конечно, ты виноват. Это ты заказал. Теперь я жду, когда ты закажешь в следующий раз. Не байт. Хотя нет байт. Так, нет, подождите, мне надо решить, куда мы дальше летим. В смысле, пофиг, уходим на своих условиях. Да не, вообще пофиг. Раз Тим виноват, предлагаю забанить Тима. Да за шо? Так, бэннинг доказательства. Посол Доминик Особа хочет узнать, что случилось с его сыном, пропавшим без вести в бою на Беннинге. Найдите что-нибудь, что указывает на судьбу сына, и отнесите эти доказательства послу. Так, Беннинг, да, нам нужен. Левиафан, это будем дальше искать? А его надо дальше искать? Я просто по квестам пошла. Так, Беннинг. 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 Гэнгбэннинг. 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 Где ты? Гэнгбэннинг. Где гэнгбэннинг? Я понять не могу. Что-то нету гэнгбэннинга. Что за фигня? Бассейн Анас, туманность змея. Апийский крест. Пустоши Миноса. Пределы Смар. Полумесяц. Врата Шрайка, колыбель Сигурда, разлом Калистон, гамма Аида, гнездо Коршуна, туманность Петра. Петра? Петьки? Скопление исхода. И чё? А куда лететь-то, ядрить твою налево? Не поняла. У тебя же задание с ним висит еще, значит, надо. Да тут, видишь, короче, такая фигня с этими, с квестами, я не совсем понимаю, куда лететь. Ну, типа, я вижу вот эти подписи, да, я вижу, что у меня вот здесь вот куча квестов, это да. А все остальное, типа, вот у меня подсказка на Беннинге, да, я вот ищу Беннинга. Беннинга нигде, мать его, нет. Где блядский Беннинг? Так, батарианцу-беженцу нужны колонны силы, чтобы укрепить боевой дух своего народа. Найдите эти колонны в гнезде Коршуна и передайте их батарианцу в лагере для беженцев на цитадели. Окей. Так, летим в гнездо Коршуна, значит. Можно просто шерстить. Да блин, это долго будет. Это долго будет. Тем более, я уже очень много прошерстила на самом-то деле. Так, Коршун. Что-то там с Коршуном было. Вот оно. Поняла, Дексик, поняла. Так. Сейчас, походу, блядь, летят. Подожди, стой, блядь, стой, не трогай, не трогай, я невинная девочка, блядь, газуй, сука. Вот сукины дрюки, а. Ловко он тебя подмял, да. Так, Индрис, Унтрал, Вулар. А куда мне надо? Мне что-то здесь надо было, да? Ну ладно, давайте все исследуем. Ты мансить можешь? Ну и да, но я просто полетела по прямой, они что-то такие быстрые по прямой вообще, сушки.
Сушки, сушки. Что это такое? Станция Кайвер. Управляющий Гратан Пазнес. Кто? Шо? Кого? Так, здесь соточка, да, соточка. Так, Унтрал 100. Давай посмотрим, куда мне там надо. Вот, мне в Вулар надо. Так, Вулар. Сосать! Faster than light jump successful. Йоу! Понял? Козёл. Я долечу хотя бы? Потипа. Они медленные, но разгоняются быстро, и от них не убежать на дальней дистанции, как появляются рули к выходу сразу. Да я так и делаю. Я так и делаю! Так, что у нас дальше? Так, Пердел и Смар. Это мы нашли, кажись, да? Кажись, это мы нашли. Вот на Ируне мы еще не бегали. Так, чтобы укрепить боевой дух своего народа, найдите эти колонны в гнезде Коршуна. Нет, я еще не нашла колонны силы. Вот они, походу, там, откуда мы убежали только что, да? Походу, да. Так, ну ладно, давайте тогда сейчас мы затаримся топливом. Вот здесь, кажется, есть топливо. Укушу я Лёшеньку, потому что он писушенька. Алёшка, кушу тебя за ляжку, Алёшка, давай сюда Аляшку. Аляшку. Звучит, как будто я прошу сюда Аляшку. Кусил за мятку? Мятка — это что-то среднее между маткой и пяткой? Где-то в этом диапазоне, да? Ой, что-то меня плющит вообще не по-детски. Да, в смысле? Я только прилетела, блядь! Evasion successful. Вот сукины дети. Говноеды. Ну ладно. Здорово, Димансик. Надо было за жопу кусать? Ну надо было, Лёш. Чё ты не сообразил-то, а? Какой ты неподготовленный. Тебе не кажется, Лёш? Так, давайте на Ируны слетаем. Волус на цитадели хочет вдохновить своих соплеменников книгой Пленикса. Найдите ее на Ируне и отдайте Волусу в общине Президиума. Так, Ируне. Какие ты там таблетки пьешь? Хорошие таблетки. Вообще, кстати, я тут мне все время попадаются какие-то эти, шорцы, рилсы с тем, короче, какие вообще люди по знакам зодиака. И я, на самом-то деле, благодаря этому многое поняла по поводу себя. Говорят, что, типа, человеки со знаком Стрельца очень, короче, веселые. Вот. Вернее, как, у них, они, типа, выходят из Скорпиона, значит, детство у них, типа, было трудное,
Потом они типа супер веселятся, им кайфово, они любят свободу и этим наслаждаются. Но при этом они входят в какого-то козерога, не знаю каким образом, вот, возможно, с каким-нибудь дилдаком. Вот, и типа с возрастом у них появляются типа очень четкие правила, им нужно соблюдать четкие правила и ограничения. Ну вот, типа вот путь стрельца, вот так вот. Ай, так, что нам надо в Ируню, да, Ируня, где Ируня? Так, Петька, Коршун, Аида, так, мне нужна Ируня, где Ируня? Я не понимаю, где Ируня. Ируни нет. Что, мы еще не открыли Ируню? Походу, не открыли Ируню еще. Ладно, полетели на Цитадель тогда. Я хотел, но в последний момент попытался передумать и сам не понял, куда попал. Ты ж мой хорошка. Так, давайте сначала к доктору Брайсон. Там надо что-то исследовать, насколько я поняла. На-на-на, эти ночи, на-на-на, между прочим. Нужно немедленно экранировать артефакт. При помощи данных, собранных Гарно, я могу сделать это без труда. Эта чертова штука была здесь все время. Почему на нас она никак не подействовала? Возможно, имеет значение время, проведенное рядом с артефактом. Спустя какое-то время Левиафан получает впечатляющие возможности по контролю разумом. Если Левиафан заставляет жнецов нервничать, то меня он тоже заинтересовал. Такой сосюдник. Блять, сосюдник бы нам помог. Нам нужно соблюдать осторожность. Верно. Мы не знаем, с чем имеем дело. Несмотря на весь риск, этот артефакт — единственная ниточка, которая ведет к Левиафану. Возможно, мы сумеем найти какую-то информацию в лаборатории. Верно. Мы могли бы пропустить что-то из найденного командой Брайсона. Ой. А знак Телец к чему относится? Ой, тельцы очень, короче... Ой, сейчас, что ж там было? Тельцы спокойные, строгие, но при этом очень добрые. Что ж там еще было? Ответственные и упертые. Нахрен. Вот. Могут очень то ли спорить, то ли бубнеть много. Что-то там такое было. Что ж там еще было такое? Блин, ну на самом-то деле я по поводу тельца ничего особо не читала, потому что, ну, это ж не мой знак. Вот. Это надо читать и смотреть. Мне в основном попадались вот на стрельца, потому что, ну, естественно, это мой знак, я его лайкаю, и мне и в рекомендациях подбирают именно для стрельца. Это ты овнов будто, они пипец любят спорить. Нет, овны это просто... У меня просто тетя, одна из тетей овен, это просто супер упертые люди. У них есть только их мнение, больше никакого не существует. Они всегда правы, все должны делать так, как они сказали. Никогда не извиняются. Это просто, я не знаю, очень плохие люди. Ну, не плохие, но очень сложные на самом-то деле по характеру люди. Вот, с ними тяжело, очень тяжело. Вот. Мой мужик Овен, иногда долбануть хочу. А ты райдер кто по знаку зодиака? Мне, кстати, сказали... Блин, а где же я? Я, кажется, делала скриншот. Мне... Есть у нас тут близнецы? Короче, в том ролике, который я смотрела, там рассказывали про то, что стрельцов уравновешивают близнецы. Я не сохранила, что ли? Да ну, сохраняла же. Блин, а где...
О, Райдер и Митсубиненсу? О, все, вы меня уравновешиваете, моя хорошая. Вы меня уравновешиваете меня сильнее. Овен это баран, конечно, они упертые, ну да. Нет, ну слушай, с тем же успехом телец тоже парнокопытная рогатая, тоже может быть упертым. Так, блин, где же? Сохранила я или нет? Неужели не сохранила? Ой. Блин. Сейчас, подождите мне. Ну, это интересно на самом-то деле обсудить. Так. Блин, странно, я была уверена, что я делала скриншот. Может, я сохранила? Где сохраненные? Может, я сохранила? Да! А, тут не озвучено, тут просто этот ролик. Сейчас. Так, выходит из Скорпиона. Давай быстрее. Я в последнее время все ролики на ускоре смотрю. Просто жесть. Так, растет из Козерога. Поднялся, но не сломался. Ой, блин, я просрала. Где тут? Так. Подожди, нет, что-то там должно... Блин, музыку выключу, а то еще, не дай бог, меня по АП бахнут. Так. О, вот. Близнецы. Глоток свежего воздуха. Противоположный знак от стрельца-близнецы. Это то место, где стрельцу легко. Дорога, разговоры, юмор, передвижение, неформальное общение, смена картинки. Это снимает внутреннее давление двух тяжелых знаков вокруг. Ясно вам? Снимайте с меня напряжение, пожалуйста. Ну, это шутки все на самом-то деле. Вот, но здесь, кстати, есть разборы многих знаков зодиака, как я поняла. Так, вот есть рыбы, стрелец, весы, телец. Нет, не на все, похоже, есть. Так, легенда. Телец. Про тельца давайте прочитаем. Телец не про пледики и вкусняшки, точнее, не только про вкусняшки. В шумерской легенде месяца Тельца – момент, когда небо оплодотворяет землю, когда мир заново создается после наводнений, потопов, грязи и хаоса. Что за хуйню ты мне пишешь? Телец – это чистая земля после стихии и одновременно небесный бык, от которого начинается новый мир. Вот так вот, сейчас, подождите секунду, я надену наушники. Я не стрелец, но тоже бы хотел с двумя близняшками. Не, на самом-то деле, там гороскопы, оно такое, оно все настолько описывает образно, что это может подойти чуть ли не любому человеку, на самом-то деле. Так, ну-ка. Дальше. Мы привыкли думать, что телец – нежный, спокойный знак, который любит вкусно поесть, сладко поспать, никого не трогает. Но если бы телец был пледом, это был бы плед, под которым лежит оружие. Чтобы понять тельца, нужно открыть его шкаф, а там два скелета. Скелет номер 1 – детство. Овен – детство тельца, их прошлое и старт в этой жизни. У тельцов детство часто жесткое, конфликтное, с драками, травмами, операциями. В мужской среде, через кризис и спешку, борьбу. Выживи или умри. Ни хрена себе. Телец рождается уставшим, но не медленным, а будто выгоревшим после войны. И только поэтому так цепляется за спокойствие. Как хорошо стелет, а? Что Овен оставил тельцу в наследство? Вспышки гнева не к месту. Защитная агрессия, когда страшно.
Привычка терпеть до последнего. Это, кстати, у меня такое есть, да. Крайности кошечка-тигр. Не знаю, что это за крайности. А, типа, то ты кошечка, то ты тигр. Страх, что снова все рухнет. Тяга к адреналину, хотя сам телец его ненавидит. Так, что там еще? Телец немедленный. Он восстанавливается после жизни скоростью в 300 км в час. Скелет номер 2 – Скорпион. Скорпион – знак напротив тельца, их тень. То, куда тянет, то, что может разрушить. У тельцов часто притяжение к драме, сложные отношения, токсичные партнеры, желание ожить через кризис, провокации, чтобы почувствовать эмоции, любовь к опасности, которую они сами не понимают. Тельца может тянуть туда, где горячо. Жизнь между двумя бурями, между Овном и Скорпионом. Телец стоит посередине, поэтому он бывает самым спокойным человеком в комнате и одновременно самым опасным если его довести. Телец — это не мягкость, это мягкость, которую он выстрадал. Так, чтобы вырасти, телец идет в близнецов, и это дает мозги, логику, коммуникабельность. Речь, знакомство, связи, ремесло, умение учиться, вторичку, документы. Долгую жизнь через мозги должны работать. Чего? Долгую жизнь через... Что? Не поняла. Главная тайна тельца – это человек, который... Главная тайна тельца. Телец – это человек, который строит новый мир после войны. Его миссия – создавать, его энергия – восстанавливать, его сила – жить красиво после разрушений, его тень – кризис и адреналин, его рост – интеллект, речь и связи. Телец – самый недооцененный знак не потому, что тихий, а потому, что выжил и смог стать мягким. Вот откуда эта упрямость у тельца. Вот так вот. Что-нибудь еще почитаем? Я что сейчас скажу? Может, не поверите, но не все, кто какого-то знака поддается под типичность. Первое, тут еще нумерология влияет. Второе, люди с психическими расстройствами тоже не поддаются под типичное поведение. Но из-за таких, кстати, создали вот эти вот все, знаете, типа Луна в 9 доме, раком, там вот это вот все, короче. Вот. Есть обобщенные, и есть какие-то, что типа если углубиться. Там другое животное, а с упертостью обычно баран ассоциируется. Не зря же выражение есть упертый баран. Ну это да. То ты кошечка, то ты тигр, то ты древний... Древний рас. Ой, блин, да. Про скромного льва, так, где тут сейчас, если есть, я просто тут листаю, тут куча всего. Так, дева, раки, рыбы, овны душки. Вам врали, овны душки говорят. Душнилые они, душнилые. Так, скорпионы, рыбы, близнецы, водолей. Весы, телец. И шо? А остальное где? А где лев? ФФ? Где лев ФФ? Не поняла. Что-то не вижу льва. А, вот, вам врали. Львы не звезды. Сейчас мы Тимчика чуть-чуть попустим. Что вообще такое лев? Лев – это знак, где солнце стоит в самой сильной позиции. Если у вас солнце во льве, ваше внутреннее «я» по силе вдвое мощнее, чем у других знаков. Это просто чистый свет, присутствие, человек-проявленность. Поэтому льва невозможно не заметить, даже если он тихо сидит в углу. Но яркость – это не корона и не понты, это следствие силы. А теперь самое интересное. Слева от льва рак. Сейчас ты раком станешь, Тимчик. Сейчас мы тебя поставим. И это открывает всю правду о детстве. У львов в основе рачья программа. Семья, вовлеченность, эмоциональные качели, ожидания, будь хорошим. Семья важнее всего. У кого-то мягкая семья, забота и мама все решит. У кого-то давление, роли будь хорошим и ранняя взрослость. И если в семье есть еще ребенок, это отдельная боль львов.
второй ребенок борьба за внимание. Первые травмы меня не заметили, меня не хвалят за дело, почему любят не меня. И лев начинает добывать признание трудом, достижениями, подвигами, а не улыбкой и попытками понравиться. Почему льву хочется внимания? Льву нужно не внимание, а признание. Разница огромная. Внимание – это «посмотрите на меня», а признание – это «видите, что я сделал?» Льва бесит «ты умничка», льву нужно «ты сделал, ты справился, ты создал». После льва дева, и это формирует второй слой льва. Надо правильно, надо лучше, надо соответствовать, надо доработать. Это убивает идею «родился и сияю». У большинства львов сияние – это ежедневный труд. Держать уровень, держать форму, образ, качество. Жесть. Как сложно быть львом. Знак напротив – водолей. Это важно. Знак напротив и точка роста, и точка потери себя. Водолей для льва – это быть уникальным, быть гением и реформатором, создать свое. А как скажете творить невозможное, если внутри голос «делай как положено и будь правильным и не выделяйся». Господи, не выделывайся. Не так прочитала. Главная тайна льва. Лев не хочет пустого внимания, он хочет признания, быть нужным. Чтобы кто-то значимый для льва сказал «я вижу, что ты сделал, я вижу твой свет». Для кого-то это семья, часто родители или дети, для кого-то профессия, для кого-то публика. Но суть одна – лев сияет, когда его признают, и гаснет, когда его обесценивают. Если добавить, что во льве происходит падение Юпитера и Нептуна, разочарование в учителях, ощущение меня недооценили, страх публичного унижения, нетерпимость к чужой слабости. Это, кстати, у меня, наверное, такое. Я что-то не люблю слабых и ноющих. Хотя нет, может быть и нет, не знаю. И экзальтация Марса. Господи, ты что с Марсом сделал, Тим? Лев выглядит сильным еще до того, как что-то сделал. Марс и Плутон дают эффект сразу мужественный, сильный, с характером. То получается, лев – эдакий крепкий орешек, ну или росток, который пробивается через асфальт или камни на свету. Ой. Поэтому, если вы видите крутого, сильного, яркого льва, знайте, за этим стоит много труда. Все? А не просто «А, так это лев». Что там было еще? Ну, все понятно. Вот так вот. Я что, фонарь, который раком? Получается так, да. Привет, Випсти. Я неправильный стрелец, меня почему-то многие не любят. А стрельцов и не любят многие на самом-то деле. Вот. Стрельцы, наоборот, очень многих бесят, потому что стрельцы очень радостные, доброжелательные, и, короче, они вот, типа, всем наслаждаются, всем окружающим, и этим они, типа, бесят некоторых людей. Вот, да. Раком боком. Я обожрался, что-то там жрала. Держись, делись. Что-нибудь делай. Ну что, Тим, правильно попала или нет? Ну, это не я попала, это там какая-то девочка, я так и не поняла, кто она там. Курочка с рисом. Тоже рисика хочу рисика. Так, файл данных изучить. Анализ излучения, артефакт RZX-118, назовем его так. Хедли, Дерек. Начальный анализ. Отрицательный результат по инфракрасному, ультрафиолетовому, гамма и рентгеновскому излучению. Дальнейшие анализы. Артефакт не отвечает на различные воздействия. Внутреннее излучение не дало результатов. Возраст определить также не удалось. Кажется, я заснул за столом, когда задержался здесь. Все, чтобы узнать, что эта штука не слишком интересна. Заключение. Артефакт интересен и безопасен. Рекомендую сохранить его в качестве контрольного образца. В отдаленной перспективе он может оказаться полезнее, чем Левиафан. Рекомендую прекратить поиски Левиафана и заняться более продуктивными исследованиями. Они проверяли, излучает ли артефакт что-то. И ничего не обнаружили. Тем не менее, я рекомендую не снимать экранирование. Что-то по структуре? Он состоит не из тех материалов, которые обычно используют жнецы.
Кроме этого, ничего интересного. Эта голова пугает, если честно. У меня рисик разный есть. У меня рисик индийский, рисик круглый, рисик длиннозернистый пропаренный. У меня много разного рисика. У меня есть даже замороженный рисик с овощами. Это какая-то там мексиканская смесь или что-то уже не помню. На которую у меня в прошлый раз была аллергия, но я ее все равно заказала, потому что хотела что-нибудь быстренько приготовить дома. Рис Визерспун. Нет, ее нет, к сожалению. Конечно, не люблю слабых на своей работе, а потом за них все переделывать, понимаю. Сузи, над чем работал Гарно, когда нашел артефакт? Василиск. Какие-то данные по Василиску? Так называются несколько кораблей, а также редкое сказочное существо из игры «Фантастическая галактика». Оно может убивать взглядом сразу нескольких противников. Игроки считают, что это перекос баланса. Я о проекте, Сузи. А, тогда нет. Здесь должно быть хоть что-то об этом артефакте. Что там с сервером? Помощник Брайсона удалил данные сервера и уничтожил резервные копии, скорее всего, перед самым нападением. В логах есть несколько новых сообщений, поступивших на личный терминал Брайсона. Нужно взглянуть. Так, тут больше ничего, да? А чего ты его не готовишь? А я хотела... У меня, короче, кастрюлька, которая в мультиварке, она была грязная, я ее положила в мойку и так еще не помыла. Вот. Я, типа, когда мыла посуду, я помыла все тарелки, все приборы, а кастрюли не помыла. Вот, он там, короче, стоит до сих пор. Сообщение от Энн, дочери доктора Брайсона. По моим данным, она работала вместе с отцом. Я на месте раскопа в туманности Пилоса. Проект Скоробей оправдал себя. Я нашла такой же артефакт, как Гарно. Похоже, он может влиять на поведение людей. Нужно срочно экранировать тот, который находится у вас в лаборатории. Я пыталась предупредить Гарно. К нашей основной базе приближаются разведчики жнецов. Я отправлюсь на вторую, заберу оттуда все, что смогу. Энн Брайсон пыталась связаться с Гарно на астероидной колонии. Полагаю, ей что-то известно об артефакте. Только она и знает что-то. Где бы она ни была, нужно ее найти. Она боялась за свою жизнь. К ней приближались жнецы. Значит, мы должны найти ее раньше них. Она сказала, что находится в туманности Пилоса, занялась на проекте Скоробей. В этой туманности что-то там нету. Я выведу туманность на карту галактики. Также мы сможем обыскать лабораторию, чтобы найти какую-то срань. Жнецы. Надеюсь, мы найдем Энн раньше, чем они. Я под знаком телец, но по гороскопу не сходится. Все-таки не сходится, да? Гороскопу не особо верю, да. Да это просто развлекалово такая. Мог ли проект Скоробей... Маловероятно. Точнее, можно сказать, осмотрев контейнер со снаряжением. Есть связь между Скоробеем и данными о неизвестных существах? Кроме самого Левиафана, нет. Особая группа Аврора. Активные запросы. Проект Василиск. Руководитель группы Гарно. Алекс. Транспорт Киркуол. Проект Скоробей. Руководитель группы Брайсон Н. Транспорт Икар. Энн Брайсон отправилась на корабле под названием Икар. Можешь отследить его курс? Нет. Жнецы уничтожили гражданские коммуникационные узлы. Возможно, найдя спецификации корабля, мы сможем что-то узнать. Тут есть спецификации нескольких кораблей. Нужно найти Икар. Which ship am I looking for again? The Icarus. We are looking for the Icarus. The Icarus. Here we go.
На корабле установлены усиленные поглотители электростатического разряда. Он подготовлен к дальним перелетам. Значит, они прыгнули в туманность Пилоса через ретранслятор, а затем отправились в другую херню. Да. Иначе они воспользовались бы менее... We can rule out the relay system. Здорово, Лакич, спасибо большое за рейд. Здравствуйте, здравствуйте. Как вы там накатались, наигрались? Шепард, спаси нас, мы не можем ехать быстрее. Ну шо ж ты, фраер, сдал назад? Что насчет преступлений в туманности Пилоса? Поскольку она принадлежит к Аттическому траверсу, сообщения о преступлениях как минимум не точны. Не точны или не точны? Вопрос. Карта доступа. Как думаешь, что она открывает? Контейнер со снаряжением. Согласно записям, в последний раз ею пользовалась Энн Брайсон, чтобы получить снаряжение для проекта «Скоробей». Исходя из имеющихся данных, это одна из двух систем. Так, ладно, пошли дальше выполнять квесты. Так, община, бар, док Нормандии, вернуться на Нормандию. Давай в док. Головеха понравилась? Ну, не знаю, она стрёмная. Так, это лифт. А, ну так, наверное, сюда или не сюда, не могу понять. Listen, honey, please. Слушайте, ну тут ничего нету. Everyone's going through this. Интересно, может вся жизнь людей лежать на плечах одного человека-спасителя? Ну, этот человек должен быть с, типа, супер уникальными способностями, мне кажется. Now arriving at Docking Bay E24, emergency civilian housing. Так, что мне здесь нужно было сделать? Я уже не помню. Так, кажись, мне нужно там, где они спят. Сюда? Я нашел ваши колонны силы в гнезде Коршуна. Можете забрать их в отсеке Д-24. Спасибо, моему народу пригодится все, что сможет укрепить его веру. Лезвие инструментурона для штурмовой винтовки. Здорово, Лакич. Гарпун кишок? Этот гарпун норм или херня? Кто знает? Так, здесь вроде нет никаких заданий. Гарпун киш-ок. Не знаю, как гарпун, но киш-ок. Который виноград? Или которая группа? What about the food we were promised? It's been allocated to the Presidium. Then contact Commander Bailey over at CSEC. Tell him Garrus Vicarian would consider it a personal favor if he could reallocate the shipment so these people don't starve.
Так, ну, видимо, я здесь все отдала. Как будто бы. Тут нет однозначно имбы или фу, так себе? Это вопрос или нет? Виноград кишмиш называется. Теперь будет киш. Просто киш. Так, посольство. Так, что мне тут надо было еще бы вспомнить? Hello, ma'am. What can I do for you today? Such a nice young... It never rains, but it pours, eh, Shepard? That bad, huh? Things here are getting tense. So many refugees scuttling about. Rumors So many flying about the war. refugees. People are walking around eyeballing each other, and we can't keep up with the Спасибо за reports on покупку suspicious мемкоина. behavior. Извините. It'll probably get worse before it gets better, Bailey. Я, Yeah, да, if it ever Лёш. gets Ну better. ты чего? Ну извините. Простите, извините. Извините, простите, простите, извините. Shepard, I expect you're curious about Major Alenko. Думаю, вы хотите спросить про майора What about Аленко. Что с ним? Kaiden's promotion to Кайден Spectre? теперь Спектр, Ah, see, понимаю, you вы were не в unaware. курсе. I approached Я him. сделал ему We're in dire предложение. need Мы of отчаянно loyal agents. нуждаемся в верных He was willing. агентах. Он был не против. It's about time someone Наконец-то recognized what кого-то Kaiden's оценили capable of. способность, кто-то Yes. оценил способности Biotic, Кайдена. Да, combat биотик, veteran большой with боевой no опыт, никакого PTSD, посттравматического leadership стресса, skills. задатки Most лидера. Самое importantly, главное, он he не is подкупен. incorruptible. I will be keeping Я him буду держать close. его при Do себе. not worry. Не переживайте. The time, my Пора. schedule has a way of График catching up верит, to me. So вертит this мной deal. как хочет. У вас все? Так, использование совета, политическая ситуация, личное положение. Что за личное положение? Did you know a lot of people on Earth? Many. I required a second VI just to try. I should go. I'll be here. Не, у него никаких квестов не было. Здорово же, спадочка. Так. Здесь больше ничего нет, да? Тут вроде ничего не было. Приказ о депортации гражданских лиц. Капитану Бейли нужна помощь в деле с жуликом, наживающимся на беженцах. Обвиняемый задерживает собственный арест, пользуясь лазейками в законодательстве. Разрешение Спектра позволит немедленно депортировать жулика с цитадели. Инструктор Грисомской академии попросили цитадель выделить помещение для обучения молодых студентов, которые спаслись от нападения на академию, но еще не готовы воевать вместе со старшими студентами. Власти цитадели найдут помещение для студентов, если Спектр одобрит запрос. Так, ну здесь тир, я не знаю, мне в тир нужно заходить? Нет, я просто не вижу, чтобы там что-то было. Оледовский моник от Самсука Кайф. У меня G6 уже 1,5 года почти не выгорел. У меня... А какой у меня? Блин, я не помню. У меня такой же, только более старой модели. Вот. Так. Изменить. Подожди, это вообще мотыга. Я не хочу мотыгу. Так, увеличенное количество зарядов увеличит количество выстрелов, которые может сделать оружие. Так, вот, сверхлегкий материал давай. Чего, я не могу? Ты что, я что-то не поняла.
Корвет это что значит? Я не в курсе. Да, он изогнутый. Ну, в смысле, тот, который у меня сейчас изогнутый, а тот, который я буду новый покупать, он будет прямой. Так, что мне здесь надо? Технику в чистилище на Цитадели нужно улучшить электросеть, чтобы обеспечить работу клуба. Ага, в клубе. Так, соларианцу на Цитадели нужны новые стабилизаторы нагрева. Найдите их и отдайте соларианцу в общине президиума. Так, община президиума. На Цитадели. Так, еще надо в больничку. Азари на Цитадели ищет улучшенные биотические интерфейсы. Найдите их чертежи и принесите Азари в больницу. Окей. Ариат Лок просит о личной встрече. Найдите ее в доке 42 на Цитадели. Так, получается больничка, бар, доки, президиум, правильно? Welcome, Commander Shepard. One moment, please. Как купишь плоский, вообще будет непривычно играть. Я сам так переходил, и вообще сильно надо застать этот момент. Думаешь, настолько все будет плохо, но он не сильно изогнутый. Но хотя, скорее всего, да, будет, наверное, непривычно. Блин, кому здесь надо квест сдать, ядрить твой налево? Помнить бы еще. Ай. Да здесь и на особо активничать не с кем. Странно. Где же я брала этот квест? Но с ней мне не надо разговаривать. Странно. Это здесь нету кому сдать это все. Ладно. Так, в больницу го. В моем случае я перешел с 34-дюймового широкого моника. Там 1500 арк кривизна. Ну, прям сильно вштырило. Ну, посмотрим, как будет у меня. Я обнаружил эту формулу пенициллина и подумал, что вам понадобится. Где вы это нашли? Впрочем, это не важно. Да, нам это пригодится. Спасибо. Все? No, it's fine. We won't be needing your supplies after all. No, we found a better variant of medicine. Welcome to Serta. Be safe. Еще что-то мне надо было? Нет, я не помню. Мне в больнице, кажется, два квеста надо было. Вот, Азари на Цитадели ищет улучшенные биотические интерфейсы. Найдите их чертежи и принесите Азари в больницу Гуэр. То есть Азари мне нужно искать. А что за Азари? Какая Азари? Опять здесь Шепард? Я польщен. I wish the best for you, Thane. And I for you. Perhaps we will keep up via the extranet now that you are free.
Считаются моники от Samsung самые лучшие, подходят как для игр, так и для стрима. Найдешь кому на... вот. Я слышал ваш разговор. Гримсонской академии больше нет, но там я нашел вот это. Что это? Да! Приспособлены к человеческой психологии, но если немного модифицировать, подойдут и для Азарии. Это именно то, что нужно. Спасибо. Tell Matriarch Athena that our huntresses should have the upgrades waiting for them on their next shore leave. No, they were very easy to scale. The humans made some amazing breakthroughs. Так, все, эти квесты мы выполнили. Теперь go в Президиум, да? Это как появится Моник, тут аккуратнее, надо теребить джойстик управления Моником сзади панели. У Самсунгов оно хлипкое, Ну вот у меня то же самое, он плохо работает в одну сторону, но я вроде приловчилась. Так, док Нормандии Д-24, посольство, чистилище, так, община Президиума. Так, теперь бы вспомнить, что, где, с кем надо тут поговорить. Welcome to Kanala Exports. Cultivating serenity is possible even during times of crisis. At Kanala Exports, we believe that a peaceful heart is a strong heart. We appreciate your visit. Selling now would be unwise. I'm aware of what's happening. Offload them into the Motan cluster. And then I'd advise traveling someplace safer. Что, в другое место надо? Во, мне нужна броня Цербера. Во, автоматическая кормушка для рыбы. 25 тысяч? Вы что, с дубу рухнули? Мы уже на третьей, да, части. Так, ну-ка, сейчас глянем. Соларианец. Соларианец это... Как выглядит соларианец, стоит драть твоя налево? Который длинненькие такие или который на дракош похоже? Наконец-то значок дофармился. Что за значок? Welcome to Agor Munitions. Remember, all purchase welcome to Cipertine Armory. Professional grade equipment at reasonable prices. That's Cipertine. Thank you for shopping at Cipertine Armory. Showing your credit report as AM Trading Limited. Lost Ark, 6 часов стрима и получаешь. Жесть. По пику еще можно за 15 минут просмотра. Да они уже этих значков наделали столько. Они прям как будто бы всю уникальность значков похерили. Ух ты, система поражения мозга для пистолета 3-го уровня. Хорош. Excuse me, Shepard. I'm looking through files and videos of human behavior. I have 1.24 million windows open, but your request is important to me. Please hold.
Что-то я не понимаю. Может, у меня еще нет нужных этих просто. Still working? Ты работаешь? Одно Одно ведет к другому, а я-то надеялась, что здесь могу отдохнуть и полюбоваться видами. Когда я в прошлый раз видела Президиум, помнишь, какие тут были развалины после атаки Властелина? Я толком Президиум и не видел до того, как часть его уничтожили. И только его восстановили, как началось новое вторжение. Цитадель пока не видела новой войны. Нужно запасаться всем необходимым, пока есть время. Например, нулевой элемент, тяжелое оружие, наемники. Мы найдем тебе кого-то в помощь. Надо же когда-то отдыхать. Да, конечно. Но всегда нужно провести еще одну встречу или доделать что-то. Кстати говоря, поговори с Волосом. Он тебя свяжет с наемниками, которые хотят нам помочь. С кем надо поговорить, блин, ядрить твою налево. Каким Волосы это маленькие, правильно? А эти соларианцы — это дракоши? Приятная ностальгия по игре. А я в первый раз играю. Куда инопланетяне? Во, вот это соларианец или нет? Ой. Это турианцы, ага. А соларианцы — это вот эти, да? Блин, ну не понимаю я. У меня в детстве первая часть пиратская баганая была. Не работала галактический телепорт и дальше не проходил. Вторую часть зато всю прошел, а вот третью вообще не играл. Блин, ну как же так? А как же, типа, сделать какие-то решения в первой и во второй части, которые повлияют на третью часть? Ты 2 части прошла и не знаешь, кто есть кто? Ну, не запомнила и чё? Я же говорю, у меня память как у рыбки, а вы хотите, чтобы я еще и засоряла его чем-то? Капитан Шепард, давно с вами не виделись. Барлавон, если вы забыли, финансовый консультант. И знакомый адмирала Андерсон. Я восхищаюсь смелостью его поступка остаться на вашем родном мире. Вы были агентом сервопосредника. Я им и остался. У посредника так много дел в эти дни. Отряд его охранников застрял на подконтрольной жнецами территории. Спасите бойцов, и они станут вашими. Серый посредник искренне ценит ваш вклад в борьбу со жнецами. Я ценю ваши сведения. Главное, слишком долго не задерживайтесь. Жнецы наступают, и очень быстро. Возвращайтесь, когда спасете наших бойцов. Я буду у себя в офисе.
Галактический рынок очень сильно бурлит. Так, Дексик, у меня вопрос. Сейчас стрим на ВК падал или нет? У меня что-то показано, что переприсоединился мини-чат. Так, подождите. Док 42. Нет, на лаге были. Поняла. Now arriving at Docking Bay E24. Emergency civilian housing. А как мне найти док 42? Или это не здесь? Походу не здесь. Это доки, но здесь нет 42-го. Это 24-й док. А как попасть в 42-й? Пошли лучше Левиафан найдем. Да все в порядке очереди делаем. У меня здесь нет 42-го, вот в чем прикол. Через Нормандию. Now arriving at Docking Bay D24. В порядке очереди ты Левиафана начала. Так-то, Дексик, ты начинаешь душнить. А как же, типа, не учите Кики, как ей играть, она сама решит, бла-бла-бла. Так, как-то тут надо было выйти. Сюда, да? Так, это Д-24. Д-26. Так, 42. Are you Bray? Ты Брей? Сам капитан Шепард. А мне даже автограф не на чем поставить. Давай потом. Сейчас мне нужно Кари. Следуйте за мной. So where is she? И где же она? Shepard. Ария. Как это драматично. В чистилище слишком много глаз и ушей. Полагаю, ты хочешь вернуть Омегу? А ты хочешь выиграть войну, Шепард? Захватив системы Терминус, Цербер стал куда мобильнее. Забрав Омегу, он расползся по всей галактике. Думаю, Альянс это заметил. Давай к делу. Какой у тебя план? Выгнать их оттуда. Я собрала флоты из наземных кораблей. Мы прорвем их оборону и захватим станцию. Когда окажемся на Омеге, начнется наземная война. Тут мне нужна твоя помощь, как лучшего специалиста. Командует оккупантами генерал Олег Петровский, тот, кто выгнал меня с Омеги. Не знаю его. Лучший стратег призрака и самый ценный его секрет. Но тебе нужно знать только то, что он безжалостный подонок. Что тебе известно о захватчиках? У Петровского большая армия, Омегу он держит крепко. Больше ничего не известно. Значит, ты импровизируешь? Вовсе нет.
Омега хранит множество тайн, которые известны лишь мне. Тайны, которые дадут нам преимущество. Скажу тебе вот что. Вторжение Петровского было точным и безжалостным. Ради победы он сделает что угодно. Кого-то мне это напоминает. Шепард. Я в курсе, какая у меня репутация. Я знаю, что меня ненавидят. Я правила Омегой железной рукой. Но народ там был свободен. Все сами распоряжались своей жизнью. Это право я сохраняла. А он отнял у них это и теперь должен заплатить. Вернув Омегу, я все отдам тебе. Корабли, наемников, нулевой элемент. Сможешь использовать все это. В чем подвох? Мне не очень нравится твоя компания, так что Нормандию придется оставить. В моей команде только профессионалы. Скажем так. Я не хочу тебя с кем-то делить. Брей передаст тебе координаты моего флота. Да, кстати, пока ты на цитадели, держи рот на замке. Флот затаился в этой системе. Подайте мне знак в нужный момент. Мы с Арией встретим вас на флагмане. Наконец-то я увижу, откуда все эти истории. Игра на удивление хорошо оптимизирована. Да, пока ты не сворачиваешься. Как только ты свернулся, все нахрен. Пиши пропало. Так. Теперь у меня вопрос, по какому квесту идти? А что там у нас есть? Найти Энн Брайсон, точно, ее надо спасти. Или Омега с Арией Тлоак. Ну, давайте, наверное, все-таки реально Левиафана закончим, а потом пойдем на Омегу. Знамя первого полка, Барлавон. Сказала вам, где в системе драных находятся войска серого посредника, запертые в демилитаризованные зоны Кроганов. Убедите их присоединиться к войне со жнецами и возвращайтесь к Барлавон. Блин, а где он сказал оно? Я что-то не помню. Так, встреча с флотом Арии. Не, это попозже. Так, Signal confirmed. Так, поиски There is no sign неудачные. of Ann Bryson in this system. Блин, что-то захотелось кушать. Противорадиационное экранирование, поняла. Блин, ну у меня этот салат, который... Там эти куски мяса какие-то, блин, непонятные. Так, здесь все, да? Да я, блин, было бы что кушать, то тогда окей. Так, мне завтра на 12 к врачу. После надо будет приготовить кушать. Постримить. Демки. Если что, если завтра будет стрим, завтра будут демки. И вечером видосы надо записать и что-то смонтировать, да?
Отдохни сначала завтра. Я в следующей жизни отдохну. I found something. Поиски успешны. В результате сканирования планеты найдена группа защищенных экраном строений и следы использования источника питания. Для подтверждения результатов сканирования необходимо изучение места раскопок. We have located Anne Bryson's dig site. Так, кого мы берем с собой? Сузи, наверное, или Ару? Девчухи? Опять? Так. Но вес у нас впритык. Так, очки. Давай адреналинчик на максимум, да, увеличит мощность щитов. Пока активен напор адреналина, используйте наступательных умений 1. Что значит наступательных умений? Давай попробуем, что это вообще. Так, умения. Перезагрузка, блин, не хватает. Нужно еще 2 очка, да? Так, сингулярность, поехали. Сфера сингулярности расширяется на 35% в течение 10 секунд. Взрыв сингулярности при распаде поля наносит... Нет, давай увеличиваем. Надо 6 тоже. Да ядрить твой налево. Ладно. Нам сообщили о нападении на область раскопок. Да. Сузи, можешь еще что-то добавить? Это штаб раскопок, начатых доктором Гарретом Брайсоном. Согласно документам, возглавляет проект его дочь Энн. Недавно она обнаружила еще один артефакт, который может быть связан с Левиафаном. Наверное, эта находка и стала причиной нападения на лагерь. Да, нападение означает, что мы на правильном пути. А раз единственная зацепка — это дочь Брайсона, наша цель вполне ясна. Кортес? Пока ничего не, капитан. Если она и там, то наши позывные пока не отвечают. Правда, засекут тут странный сигнал, минуту. Из-за найденного ей артефакта могли возникнуть новые сложности. Верно. Нужно посмотреть поближе. Да что там за птеродактили летают? Вижу противника. Высади нас там. Капитан на посадочной площадке. Это она. Вызываю челнок, говорит доктор Энн Брайсон. На нас напали. Хорошо, давайте по... Оу, щит. Оу, щит. Эй, там кто-нибудь есть? Я спускаюсь. Нет, оставайтесь на месте. Я капитан Шепард, флот Альянса. Здесь слишком опасно. Мы за вами придем. Хорошо, там есть лифт на другой стороне. Понял. Че, полутать нечего? Ну вы жлобы, ну вы жлобы. А чё, тут тоже ничего нету? Ну блин, ну блин. Ну блин. Что-то я уже устала. Давайте, наверное, эту миссию сейчас закончим, и на сегодня все. Девочки, вы мне очень сильно мешаете. Спасибо. Капитан, они здесь повсюду. Вы можете где-нибудь спрятаться? Попробую. Прячьтесь и не высовывайтесь. Блин, прикольно пушка шмаляет.
Так, подождите, надо посмотреть, если тут что прихватить. Пылу боя. Отдыхай завтра, иначе в отпуск придется тебя отправлять. Да какой отпуск, умоляю. Все. Отпуск будет только летом, может быть, на море, и то не факт. Кто тут хрюкает, понять не могу. Похоже на мост. Управление сломано. Может кто-то починить? Слушаюсь. Сильно пострадала проводка. Мне нужно время, чтобы все отремонтировать. Мост отремонтирован. Сейчас его подниму. Так. Все? Move! That elevator can't be far. Move! На картинке можно посмотреть на стенах. На стенах? Где здесь? Что я не видела. Ничего такого. Тут не прыгнет, да? Ну ладно. This way. This way, this way. This way, this way. Elevator spotted, Shepard. Got it. Ann, the elevator's blocked. Is there another way up? Я отключу дверь капсулы рядом с вами, там точка доступа наверху, но вам придется запустить ее самим. Так. Тудой. А лут тут есть? Есть, спасибо. А, видимо, не запустить, а добраться, наверное, самим. Наверное, добраться. More enemies ahead. Что там пуляется? Да, что уже прям вообще силенки меня покидают. Так, а тут ничего нет. Да нельзя даже выйти, окей. Blocked. Find another way. Капитан, они напали на моего помощника Хопкинса. Спрячьтесь, доктор. Мы пытаемся, но их слишком много. Поторопитесь. Спасать галактику дело нелегкое, да. Но мы и этот не делали перерыв, к сожалению. Перерыв не делали. Блин, и вообще, да, мне нужно отдохнуть будет завтра, потому что в воскресенье рекламная интеграция, они мне всегда сложно даются.
Мы едва держимся. Хомпкинс ранен. Вы далеко? We're moving as fast as we can. Мы идем быстро, как можем. Держитесь. Ух ты, ядрен батон, здорово. Так, подожди. Round. Go around. No, Boyles, stay down. Oh God. What's happening? Кирквуд и Бойлс попытались убежать, их схватили жнецы. Don't move until we get there. Попади. Помню, тут лестница одна багалась, и странным образом можно было разломать баг. Как же жопу разрывала от гнева. Лол. $5000 кредитов, это не хухры-мухры, мне нравится. Подъемник работает, мы идем. Пожалуйста, скорее. Мне кажется, что Хопкинс мертв. Вот туда. Он попытался убежать, я сказала ему стоять, но он хотел... Где все? Они не придут, нам нужно идти. Да, конечно. Артефакт. Я была на других раскопках, когда они напали. Вернулась как можно скорее, но что же происходит? Шепард, смотри. Я не уверен, но мне кажется, что это связано с этими картинками. Это Левиафан? Да, мы так думаем. Они очень старые, намного старше, чем думал отец. И вон там, словно он управляет теми, кто там есть. Очевидно, что это жнец, который действует в одиночку, совсем не похоже на тех, кого мы встречали раньше. Доктор, как я понимаю, вы недавно что-то нашли. Артефакт, да, конечно, он удивительный, он там. Дальше. Может показаться странным, но я уверена, он как-то влияет на людей, на их поведение. У меня было очень мало времени, чтобы разобраться. Мне это не кажется странным. Вы что-нибудь заметили? Почти ничего, но я могла проанализировать излучение. Ложись. Что они делают? Что они делают? Они его активировали. Мне не удавалось сделать ничего. Доктор? Они слишком быстро учатся. Тьма должна быть неприступна. Выруби его. Вы все хорошо? Кортес, мы нашли Энн Брайсон. Забирай нас. Уже лечу, капитан. Хорошо. Увидите челнок, бегите и не оглядывайтесь. Хорошо. Оу, щит. Да. Ой, что-то мне больно как-то. Ай, ядрить твой налево.
понимаю, мне вообще нужно его бить или нет? А как тут хилки использовать, напомните? Get in here. Все, он улетел. Подождите, нет, там можно, возможно, полутаться. Возможно, можно. Или нельзя. Ладно. А нет, возможно, можно. Подождите. Так. Да, можно. Отлично, аптечка. Данные собираем, деньги. Все, отлично. Хорошо, идем, хорошо. Все, можно сваливать отсюда. Да где я, господи Иисусе? Режим пылесоса, он всегда включен. А, не, все, тетенька свободна. Упихнул ее. Вы в порядке? Да, капитан, вроде да. Я потеряла сознание. Вами управлял Левиафан. Мы разорвали соединение, чтобы вы не пострадали. Сам Левиафан? Невероятно. Жнецы им интересуются ничуть не меньше вас. Да, похоже на то. Мы надеялись, что вы поможете нам понять, почему, но прежде всего... Доктор, я вынужден сообщить вам ужасную новость. Зовите меня Энн. Предположим, Левиафан отклонился от остальных жнецов. Может, он никогда не прятался в темной части космоса. Может, он одиночка и даже ренегат. Мне нужно связаться с отцом, он должен об этом узнать. Энн, слушайте меня. Ваш отец мертв. Мне очень жаль. Он... Что? Погиб? Нет, не может быть. Мы должны были с ним встретиться и узнать, что ему известно. Что-то произошло. Что-то произошло? Не вы первые потеряли контроль над собой. Началось все с помощника вашего отца. Только что он был нормальным, и вот уже достает оружие. Я не успел его остановить. Я не могу поверить. Мы должны узнать, что стало тому причиной. Помочь нам можете только вы. Я хочу взглянуть на его лабораторию. Мы договоримся о транспортировке и встретим вас там. Стоит поговорить с кем? С Кортезом? Кортезом? I love you, but I know you. Don't make me an anchor. Promise me, Steve. No, don't. Commander. Капитан, не заметил, что вы здесь, извините. Это запись Феррис Филдс 7-месячной давности. Я тогда потерял много друзей и мужа. Я плакал. Простился с ним, попытался успокоиться.
Ты говорил с ним, когда напали коллекционеры? Я командовал строительством на базе вдали от основной колонии. Роберт сумел выбраться за пределы установленного коллекционерами поля. Вместо того, чтобы бежать, он связался со мной. Соболезную. Вижу, что он был тебе очень дорог. Он боялся, что я не справлюсь с утратой. Но я справился ради него. Ну или думаю, что справился. Потом началось вторжение, была суматоха, и единственное, что я взял при отступлении, это. Какой смысл жить дальше, если вся жизнь катится в ад? Если так думать, то мы никогда не победим. Да, это так, но... Если честно, мне никогда не было так одиноко, как сейчас. Это то, о чем я думаю? Блин. Ты не один, Стив. Я буду рядом всегда, когда понадоблюсь. Спасибо, Шепард, это для меня очень важно. Не бойся, капитан. Когда я за штурвалом, все на 100% отлично. Я не подведу. Только между вылетами так тяжело. Понимаю. Пока не трогаем. Так, писем нет. Поехали тогда к этой девке и заканчиваем квест. Не надо! Не, я Лиарочки не изменяю. Как бы не хотелось. Так, нам нужно вернуться сюда. И из лабораторию, да? Но мне кажется, мы на этом квест Левиафана так и не закончим, не? А это вообще DLC-шный, да, квест? Hello? Anne? Вы здесь? О, капитан. Да, прошу прощения. Это очень непросто. Все нормально, я зайду попозже. Нет, пожалуйста. Я в порядке. Смотрю на это снова. Он был одержим. Временами даже безумен. У меня не было возможности с ним познакомиться. Иногда мне тоже так кажется. Он был великим человеком, настоящим первопроходцем. Но иногда ему хотелось побыть одному. Мне порой казалось, что я ему только мешаю. В вашем голосе слышна злость. Я на него злилась. И до сих пор злюсь, кажется. Но иногда его прямо распирали изнутри всякие истории. Мне это нравилось. Поэтому я и согласилась на эту работу. Не могу поверить, что его больше нет. Мы узнаем, что произошло. Да.
Мы обязаны. Я должна знать, что стояло за этим артефактом, ради чего умер отец. Или вопросами сыпет мое почтение, не успеваешь отвечать. Да неправда. Нам нужна ваша помощь. Больше надеяться не на кого. Да, верно. Я должна разобраться в работе отца. Энн, вы уверены, что готовы? Да. Я помню, что когда мной управлял Левиафан, я оказалась в холодной темноте. Но мой отец учил меня не бояться темноты. Меня поражает, что вашему отцу вообще-то удалось такое. Он был очень взволнован. Ваше заявление явилось косвенным подтверждением того, о чем он думал. Вы сделали все необходимое, чтобы защитить его память. Конечно. Нет, защитить, наверное, артефакт. Теперь из-за этого артефакта я все равно оказалась одурманена. Похоже, что так. Все равно, что трутень Рах, не ожидающий приказов. Могу пройти. Вы изучали Рахни? Я написала о них диссертацию. Отец считал, что это пустая трата времени, но теперь, может, та работа поможет нам понять Левиафана. Каким же образом? Мы считаем Рахни телепатами, а они ими на самом деле не являются. Королева отдает приказы на малом расстоянии при помощи феромонов. А на большом расстоянии они используют какую-то херню. Наверняка Левиафан делает что-то подобное, применяет сцепленные частицы, чтобы воздействовать на нервную систему. Связь он устанавливает при помощи артефакта. Потом можно управлять разумом тех, кто... Что-то... Короче, да, я поняла. Мы не смогли обнаружить никакого излучения от артефакта. Ножницы как-то сумели использовать артефакт, чтобы выследить Левиафана. Моя теория состоит в том, что большую часть времени артефакт выступает в роли коммутатора. Выследить с его помощью Левиафана... Ладно, я не буду уже читать, я не успеваю. Рахни в прошлых частях я отпустила. Я таблетку чуть позже пью по итогу. Да надо положить будет таблетки здесь, на столе, чтобы не отходить. He was getting too old for long digs, but he hated being stuck in the lab. He nearly missed my graduation because he was on a dig. Showed up still wearing his field gear. God, he'd have hated dying here. Энн, я знаю, что вам тяжело, но если вы сможете еще что-то нам рассказать... Не думаю, что смогу еще что-то рассказать, но, возможно, сумею показать. А вы о чем? Артефакт отправляет сигнал только тогда, когда Левиафан кем-то управляет. Пускай он будет управлять мной, тогда мы сможем отследить сигнал. Вы предлагаете отдать ему вас? Это слишком опасно. Это мой риск, не ваш. Вы же говорили, что больше надеяться не на кого. Мы не знаем, что тогда произойдет. Если промедлим, жнецы первыми найдут Левиафана. Я здесь единственная, кто достаточно долго работал с артефактом. Вы ищете что-нибудь, что поможет в бою со жнецами, капитан? Я ищу чудовище, которое убило моего отца. Вы по-прежнему не знаете, кого мы ищем. Тогда и пора это выяснить. Капитан, то, что мы сделаем с Энн, это чертовски опасно. Я в курсе. Энергетическая сигнатура зафиксирована, ожидаю активации. Вы уверены? Да. Я уверена. Я буду рядом. Хорошо. Я готова. Джеймс, отключи сдерживающий щит. Щит отключен. Артефакт работает.
Anything? Есть что-то? Nothing yet. Пока нет. Wait. Подождите. There's Да, something. что-то I feel a chill. холодное. Edie? No trace yet. Вот черт. Signal is tracking. Отслеживаю сигнал, поддерживайте соединение. Turn back. Остановитесь. The darkness Тьма can't be неприступна. Господи, поддерживайте соединение. Listen to me. Слушай меня. Я тебя нашел. И прямо за мной идут жнецы. You have Вы привели их. Вы мне угрожаете. So are you. Как и ты нам. Я видел, на что ты способен. Ты нужен нам на войне. Нет никакой войны. Есть только большая жатва. Edie, do we have enough? Сузи, есть результат? Partial lock. Частично. Поддерживайте соединение, я определюсь точнее. Ты же слышал, уже хватит, я включаю щит. Belay that, Lieutenant. Остановись, лейтенант. Signal is fading. Сигнал слабеет, поддерживайте соединение. We can fight. Мы можем с ним сражаться, мы можем победить. Цикл не может быть нарушен. You're wrong. Ты ошибаешься. Focusing the point of origin. Определяю источник, Maintain поддерживайте connection to the соединение, narrow чтобы сузить. I'm stopping this. Все, хватит. Back off. Назад. Where Где are ты? Where are Где you? ты сейчас? В надежном месте. Trace complete. Найден след. James. Джеймс. Got it. Okay. Вот так, ага. Справились. Черт. Shit. Ann? Энн? Ann, talk Энн, to me. ответьте. She's a mess. Ей плохо. Edie, did we Сузи, get it? удалось засечь? We have a location. Да, точное местоположение. Hang in there. Держитесь. Leviathan coordinates Координаты sent to the Левиафана Golden переданы на Нормандию, Шепард. I hope it was worth it. Надеюсь, это того стоило. It will be. Сделаем, чтобы I'm taking her to стоило. MedLab. Я отнесу ее в медблок. See you back on the Normandy. Встретимся на Нормандии. Аккуратно. Я нормально. Я бы третий раз ей, ну, третий раз все бы мы бы закрыли. Иначе она бы умерла, скорее всего. Больше не трогаем никаких артефактов, а то Эля будет так же мучить. А вы что думали? В сказку попали? Я не всегда добренькая. Нужна информация, мы ее добываем. Ауф. Никогда не видела этой сцены? Ты не пытала ее дальше, типа? Так, мне, наверное, нужно в медблок. Commander. По идее. So, Reapers don't have colonies. You can't bomb them, or you're bombing what's left of your own planet. They make their own soldiers out of our civilians. They don't have supply lines. How do you beat something like that? I'll let you know if I think of something. Дальше второго клика не шла. Так у меня всего 2 клика было вроде, нет? I'm glad to see we have Garrus back. I wanted to help with his scars, but I think he actually likes them. А где девка? Он же сказал, что сюда ее отнесет, но ее тут нет. Что-то не поняла прикола. Excellent find, Commander. What is it with you and rescuing scientists from dig sites that have been overrun by hostile forces? If you decide to help her take down the Shadow Broker, I'm going to be jealous and somewhat concerned. Да ладно, не ревнуй, малышка. A living, breathing pro. Feel free to look around. На цитадели? А, я думала, она на Нормандии. Лол.
Мне нужно проявить заботу. Я тоже этого не помню. Блин, уже глазоньки слипаются. Идемте проявим заботу. Так, больница. I need to get to the hospital. Yes, Commander. Не думаю, что она там есть. А куда он ее тогда унес? Я не понимаю. Пошли отдыхать? Да, сейчас уже пойду. Я уже что-то... Я что-то такая уставшая, прям вообще пипец. Полагаю, вы ищете прототипы? Вы их нашли? Благодарю вас. Эти импланты спасут множество граждан Альянса. Мы немедленно запускаем производство. Вот, возьмите, это вам за труд. И квест выполнила заодно. Слушайте, да, ее тут нету. Куда он эту девку унес? Вообще непонятно. Говорит, я ее отнесу в медблок и унес. Все. Такой, это моя женщина. Я ее добыл. Ужас. Welcome, Commander Shepard. Please, one moment, please. Now arriving at Docking Bay D-24. Блин, Нормандия такая большая. Я хочу укусить Райдерюшеньку. Братан, ты где девку дел? I don't know the scientific measurement of a shitload, but that seemed like a shitload of harvesters. Он не говорит про девку. That Primarch's got some real cojones. That Jack is a mean SOB, but kind of hot. So, Anderson and Sanders. That's quite a couple. Huh. My dad's last name is Sanders. No relation. Так, Лиара, Гарус, доктор Чак, вас... Инженеры, Диана Алерс, Явик. Да, ее, короче, нет на корабле, я не знаю, где она. Ладно, похер. Ну, значит, и не проявим, как бы, заботы о ней, да? Так, давайте отправимся туда, где... вот, искать Левиафана. И на сегодня все. Я сегодня пораньше закончу, что вообще это... Так, напоминаю, что завтра, возможно, будет стрим. Хоть завтра и выходной, но я, возможно, подрублю посмотреть демочки всякие. Ну, там просто ранний доступ выдали, понимаете? Грех не потрогать. Да. Вот, грех не потрогать. Отдых завтра. Понял? Нет, да? Так. Странно. Reapers eluded. Signal confirmed.
Понос буду кастовать всю ночь, не надо. Поиски успешны. Сканирование обнаружило присутствие энергетической сигнатуры Левиафана. Для подтверждения необходимо изучение сигнатуры вблизи. Блин, а может это уже финальный квест... квеста? Сохранись сейчас. Прям сейчас. Сохраняюсь прямо сейчас. Чё, идемте тогда Левиафана потрогаем и закончим. Короче, к 11 и закончим, да? Я предупрежу, там будет погружение под водичку. Ой, бля. Я вот думаю, кого брать, Лиару или Сузи? Чат, кого лучше взять? Лиару или Сузи? Пойду пока пописываю, пока вы отвечаете. Сейчас буду. Лиару, да? Угу. Ай, ну поехали, чё? Так, 6 очей. Что мне надо? Гранату, может? Интегрирующие патроны. А я ими как раз стреляю, да? Давай патроны. Увеличивает запас боеприпасов. Вот от попадания в голову. Не, давай боезапасов. Cortez, what's the status on the probe? Что с нашим запущенным зондом? Слежу за ним сейчас, капитан. Уже ясно, что сигнал Левиафана идет из планеты. Слышал, как Энн помогла нам найти его. Жуть, если честно. Учитывая обстоятельства, что мы ожидаем найти? Команда Брайсона называла его истребителем жнецов, но судя по тому, что мы видели, он не хочет, чтобы его нашли. Выбора у него нет, мы уже здесь. Да, но что потом, если это жнец? Как мы можем с ним объединиться? Это же чудовище, им нельзя доверять. Никто не говорит, что мы должны с ним подружиться, но если эта штука заставляет остальных жнецов нервничать, ее помощь нам необходима. Капитан, есть новые данные зонда, мы более-менее определились с местом. Итак, он не где-нибудь, а в океане. Вижу множество конструкций, плавающих на поверхности, но зонд указывает на источник сигнала, находится под водой. Под водой? Похоже на то. Но челнок сможет туда погрузиться. Бля. Это возможно? Кадьяк должен выдерживать 1000 атмосфер, но лично я его в таких условиях не тестировал. Что случилось? Нас зацепило каким-то импульсом, система не работает. Приготовиться к столкновению.
Everyone all right? Все целы? I've survived far worse, Я выживал в худших How's the условиях. shuttle, Cortez? Что с челноком, Кортес? Осматривая повреждения, попробую восстановить энергоснабжение. Copy that. Понял, мы пока осмотримся. Посмотри. Откуда бы ни шел импульс, мы не первые на него попадаемся. Наверное, это последняя линия обороны Левиафана. place of death. Those Похоже, ships эти look like корабли they've been дрейфуют drifting здесь for уже years. много лет. Это логово смерти. Че, прыгнуть в воду? Блин. Шепард, это такой же Explains why артефакт. no one gets out of here. Точно. Да. Блять! Бесишь меня! Any idea how old these are? Насколько старые они могут быть? Old enough not to stink. Достаточно старыми, чтобы не вонять. Запись в блоке данных Этан Брукс. Вроде корпус должен выдержать, какой бы святой ни опекал разведчиков нулевого элемента, сегодня он нас уберег. Несмотря на чертовски сильный удар о воду при посадке, Монарх удерживает достаточно воздуха, чтобы держаться на плаву. Все радуются тому, что уцелели, а капитан Пратт даже приказал открыть шампанское. Жить стало вроде веселее. Главный вопрос, кто нас сбил? Куньшань говорит, что это точно не молния, а какой-то импульс. Похоже на прицельное попадание из энергетического оружия, но откуда они могли стрелять? В эфире полная тишина, океан пуст. Техники сегодня постараются перераспределить энергию, чтобы сбросить массу перед запуском двигателей. И если все пройдет удачно, уже через сутки мы поднимемся в воздух. Видимо, не поднялись. А, это надо, наверное, это... Вот так вот. Я думала, это улучшение лежит. Губеху свою раскатала. Опа. Запись... Так, Шэнь Куньшань. Никак не взлететь. Не могу понять, какой вообще урон нанесен кораблю тем импульсом. Все соединения в норме, но двигатели не работают. Аварийный маньяк... Аварийный маньяк также отказал, но остальная часть электроники пока в норме. Не похоже, что это результат экранирования. Без аварийного маньяка нам не спастись. Запасы еды подходят к концу. Капитан приказал установить палатки на палубе и начать собирать дождевую воду. Так мы хотя бы будем заняты. Брукс предлагает использовать орудие Тритона, чтобы глушить рыбу. Я бы поддержал, но пока не видел тут ничего похожего на рыбу. Вот бы мне быть оптимистом. А чё тут столько артефактов? Доктор Чайлинь. Еды осталось на 2 дня. Брукс отправил зонд ко дну. Тот вернулся с биолюминесцентными водорослями. Съедобных среди них нет. Я предупреждала, чтобы никто не пытался их есть, пока не закончу анализы, но Ромеро и Моллинс все же сделали это. Теперь их уже несколько часов тошнит. Мы потратим много пресной воды на борьбу с обезвоживанием. Отправили группу Куньшань на плоту к другим обломкам. Они вернулись с какими-то инопланетными устройствами в виде сфер, но еды не нашли. Хотелось бы верить, что сферы дадут нам какие-то ответы, но если бы среди них был способ спастись, то другие корабли бы здесь не дрейфовали, верно? Холодает. Капитан Эйбл Пратт. Первый погибший Рамос. Он попытался выбросить за борт одну из найденных сфер, и тут что-то случилось. Куньшань и еще 3 или 4 начали избивать его как безумные. Мне не хватило прыти его спасти. Они даже не думают раскаиваться. Очевидно, я больше тут не главный. Чтобы поддержать порядок, устроил похороны. Команда смотрела на тело, как стая голодных псов. Решил пойти на компромисс, бросить тело в воду на привязи, чтобы привлечь животных, которых сможем поймать. Если через 3 дня на него никто не покусится, обрежем веревку. Тритонов пришлось опечатать. Когда команда в таком состоянии, они становятся опасны. Буду молиться о том, чтобы здесь водились акулы. Откуда они здесь, наркоман?
Энкарна Камачо. Капитан получил свое. Попробовал запереться в корабле, кричал, что починит его. Мы были очень нежны, по человеку на каждую конечность. Потом положили его на сферу. Ночью он пришел в себя, больше не спорит. Нам отсюда не выбраться, да и зачем? Думаю, больше писать не буду. Здесь все меня понимают. Если нас кто-нибудь найдет, они смогут сначала не понять, но со временем это пройдет. Как же приятно быть сытым. Ужас осуждаем. Так, ну больше я ничего не нашла. Тут. Ёбат. Жнецы, они прибыли у нас за спиной. Защищайте челнок. Как они все время идут по нашему следу, я понять не могу. Cortez, situation. Swapping out the parts, Commander. Hang on. Cortez. Almost there, Commander. Так, давайте сделаем вот так вот. Cortez, what happened to almost there? Had a development, Commander. Fixing it now. Подожди. Да я что, промазала? Нет боеприпасов? А где они? Give us some cover fire. Copy that. Все? Или еще что-то? Что за звук? Еще один импульс. Управление отказывает. Проклятие. Кортес в беде. Бежим. Кортезика спасать. Пошли нахрен. Ситуация. Челнок вдребезги, капитан Импульс достал его в воздухе, мы никуда больше не полетим. Нас сможет подобрать Нормандия. И та же дрянь случится с ней, приземлиться ей будет тяжелее. Я бы сказал, что у Левиафана тут какая-то оборонительная система. Значит, мы не выберемся отсюда, если не найдем его. Как нам это сделать? Ну, можем использовать робота. Он ведь, кажется, приспособлен для погружения. Погружаться в этой штуке? Он выдержит. Не говорю, что будет просто, но больше вариантов нет, капитан. Ну, раз вариантов нет, приступаем. Погоди-ка минутку, мы всерьез об этом говорим? Первым делом нужно восстановить питание, чтобы открыть дорогу. Как? Кажется, да. Старые корабли класса Баллад оснащали внешними силовыми разъемами для ведения экстренного ремонта. Можем снять батареи с челнока и использовать их. Подожди, я все сделаю. У меня есть батарея, капитан. Смотри, куда ее воткнуть.
Еще одна батарея. Где он столько батарей взял? Ой, тут тварюка. Тварюка, дай пройти, пожалуйста, спасибо. Добрая какая тварюка. А, ну еще разряжается, блин! Да ядрить твою налево, иди ты, блядь, ровно! Как мне бесит эта, сука, у углов. Он стоит, примагничивается, козел. Ну шо, с Богом. Задавим лярку. А я туда погружаюсь, получается, сама, без команды, да? А? Алло? Что происходит? Получилось. Кажется, мы прорвались, капитан. Мне нужно погрузиться, пока они не вернулись. Ой, блядь. Понял, когда будете готовы, возвращайтесь ко мне. Я должен робота сначала проверить. В смысле, надо сначала к нему идти? Кажется, мне не дадут. Или дадут? Что-то этот робот еле идет, если честно. Так, капитан, мне нужно проверить все системы. Капитан, мы привыкли рисковать, но этот план, даже я бы задумался. Мы слишком далеко зашли, останавливаться поздно. Левиафан — это наш путь домой. Так, швы в порядке, давление дыхательной смеси в норме, все системы работают. Все готово, насколько это возможно. Поехали. Осторожнее там, капитан. Короче, закрываю люк. У меня вопрос, как у нашего протеинчика зубы человеческие? Погружение через 3, 2, 1. Темная вода, левиафан в ней, зашибись. Как костюмчик, капитан? Пока неплохо. Хорошо, у меня тут какие-то помехи, минутку. Капитан, меня слышно, сигнал слабеет, что-то нас глушит, жду ответа. Кортес? Ой, блядь. Пиздец. Дядя, не надо. Класс, фонарик лопнул. Райдер, а ты смотрела мои новые шорты новостные? Как тебе? О, тут есть медузы, которые светятся. Не знаю, слышно ли меня, но я закончил погружение. Тут почти ничего не видно.
Робокостюм более-менее. Работают аварийные системы жизнеобеспечения в норме. Сканер показывает, что зонд где-то внизу. Я ищу, как можно спуститься. Ой-ой-ой, можно без резких движений, пожалуйста? Отключай все системы, кроме жизнеобеспечения. Не знаю, сколько съест двигатель, чтобы поднять меня на поверхность. Не до этого сейчас. Приходят очень странные показатели зонда. Определенно тут что-то есть. Зонд прямо подо мной. Похоже, это последний спуск. Чё, просто прыгать в небытие? Ну, пошли. Пока ничего не видно. Нашел зонд. Он цел, кажется. Иду дальше. Блять. Нахер. Что это? Это твоя смерть, блять. Здорово! Большой краб? Вы зашли слишком далеко. Мне необходимо было найти тебя. Вы не на своей земле, вы вторглись во тьму. Ты убил жнеца, я хочу знать почему. Они наши враги. Они хотят нас уничтожить. Но я думал, что ты тоже жнец. Они всего лишь отзвуки эха. Мы существовали задолго до них. Тогда кто ты? Нечто большее. Твой разум принадлежит мне. Дыши. Энн, что случилось? Твоя память дает голос нашим словам. Нам откроется твоя природа. Смирись. Ты уничтожил жнеца. Ты можешь помочь нам победить. Так почему же ты здесь прячешься? Нет никакой войны, есть лишь жатва. Тогда помоги нам это остановить. Никому не хватало сил в прошлых циклах. Даже ваш род можно уничтожить одной мыслью. Но ты отличаешься. Я следил за твоими действиями в этом цикле. Уничтожение властелина, победа над коллекционерами. Жнецы видят в тебе угрозу. И мне нужно понять, почему. До начала циклов наш род был вершиной всего живого в галактике. Слабые народы были нашими рабами, служили нам. Мы становились сильнее, они получали необходимую заботу, но мы не могли защитить их от них самих. Время от времени какой-то из народов создавал машины и оказывался ими уничтожен.
С мертвецов дань не собрать. Чтобы решить эту проблему, мы создали искусственный разум, задачей которого было сохранять жизнь любой ценой. Обучаясь, разум постигал историю развития цивилизации, его понимание проблемы углублялось, и в какой-то момент он нашел решение. В то самое мгновение он предал нас. Наш народ он решил собрать первым. Как самый спелый плод, он из нас был создан первый жнец. Вы называете его предвестник. Как же разум победил тебя? Чтобы найти решение, ему потребовались информация, физические данные органической жизни, населяющей космос. Он создал армию из посыльных, которые собирали данные по всей галактике. Против нас обратились без предупреждения и без видимой причины. Настоящая бойня. Только большая жатва. Ты знаешь что-нибудь об устройстве, которое мы строим? Это должно быть какое-то супероружие. Мы уже видели, как его пытались создать. Ни разу строительство не было доведено до конца. Те, что пытались, все равно были собраны. Результат неизбежен. Расскажи о жнецах. Каждая жатва заканчивается рождением жнеца. Обличье совершенно, потому что скопировано с прообраза предвестника, с нашего образа. Каждый жнец может влиять на органиков. За бесчисленные циклы это умение было отшлифовано, став тем, что вы зовете одурманиванием. Вы построили эту машину, несмотря на опыт других народов. Почему? Ты даже не можешь представить целую галактику, покорную твоей воле. Каждое существо, каждый народ, каждая планета, все становились нашими инструментами. Тревога низших созданий нас не волновали. Созданный разум представлялся нам лишь очередным инструментом. И теперь все мы платим за вашу ошибку. Не было никакой ошибки. Разум все еще выполняет нашу задачу. Как тебе удалось прятаться все это время? Но мы не были истреблены полностью. Некоторые выжили, укрывшись в темных уголках галактики. Я их детище. На протяжении циклов мы управляли народами рабов, и они трудились, стирая малейшие следы нашего существования. Так что то, что мы выжили, было сохранено в тайне от жнецов. Сегодня мы наблюдаем за происходящим через осколки. Осколки? Это же найденные нами артефакты. Они, как окна в галактику, инструменты, при помощи которых можно наблюдать за событиями цикла, не покидая укрытие. Через них мы видим и изучаем, оставаясь в тени. Хорошо, я понимаю. Ты поможешь нам прервать цикл? Я изучил твой разум. Да, ты выделяешься. Но этого недостаточно. Подожди. Смена циклов продолжится. Нет, ты же наблюдал. Ты знаешь, что этот цикл особенный. Мы выживем. Ты останешься здесь, чтобы выполнять наши приказы. Остальных соберут жнецы. Если ты меня отпустишь, никто не будет собран как урожай. Никаких перемен не будет. Жнецы знают, где ты. Тебе нельзя дальше просто наблюдать, придется сражаться. Даже если ты выживешь в сегодняшнем бою, жнецы никогда не остановятся. Отпусти меня, и у нас будет возможность покончить с этим раз и навсегда. Их трое тут? Охренеть! Твоя самоуверенность удивительна. Я это заслужил.
сражаясь, как следовало бы и тебе. Понятно, почему жнецы видят в тебе угрозу. Твои победы не являются плодом случайности. Мы будем сражаться, но не ради тебя и не ради судьбы низших народов. Мы были первыми, мы были самыми сильными. Мы выживем. Жнецы, вторгшиеся на эту планету, ощутят нашу силу. Они станут нашими рабами. Сегодня свою дань они заплатят кровью. Не, локализации нет. Есть только во второй и в первой части, а во второй есть озвучка ИИ сделали. На основе голосов оригинальных актеров. Вот. Третий еще нет. Их до хера? А чё они тогда прячутся, падлы? Так тебе же объяснили. Ну, типа, да, они не прячутся, это они так контролируют. Но что-то, мне кажется, эта отмазка такая себе. А я разрушила все шары, да? Шепард вернулся. Кортес, как дела? Можем отправляться. Не знаю, что капитан сделал, но импульсное оружие отключено. Сел на корабли. Проклятие, к нам приближается жнец. Не, сейчас его чпохнут. Сейчас его чпохнут. Блин, неужели сейчас шаров не хватит? Вот это будет прикол. Да не, вроде хватило. Shepard, goddess, he's freezing. Он замерзает. С тобой все хорошо? Да, да, я в порядке. Голова только ужасно болит. Нам повезло, что ты вернулся. Что там произошло? Мы нашли его. Он настоящий и куда интереснее, чем мы ожидали. И стоило ради него рисковать жизнью? Да. Мы нашли его, вытащили на свет. Нравится ему это или нет, но теперь ему придется воевать. И он поможет нам в бою. Хорошая история о войне. Может быть, даже лучше моей. Да. Эта история войдет в учебники. Капитан, я прочел ваш рапорт. Альянс искал дополнительную информацию о жнецах. Кажется, мы ее получили. На ее изучение уйдет не 1 год, думаю. Я уже даже слышал название Кодекс Левиафана. Нам придется по-новому взглянуть на историю галактики. Жнецы существовали не всегда, а если мы победим, то не будут существовать и в будущем. Можно и так сказать. Наверное, да, это единственный путь. Идите, постарайтесь, чтобы так и было. Это важный шаг в правильном направлении, Шепард. Спасибо. Спасибо, сэр. Конец связи.
Блин, на самом-то деле я ожидала, что тут сейчас, короче, такой эпик будет, что, короче, ну как минимум их трое крутых таких, они восстанут из воды, воспарят, короче, напихают этим жнецам, короче, и такие, мы есть легион, и тут из воды, короче, поднимаются просто сотни левиафанов, короче. Вот это было бы эпично, под эпичную музыку, там вот это все, брызги, там водичка, ошметки жнецов, вот это вот все, было бы круто. Господи, кто писал сценарий этого DLC или что это? Нахрен письку ему туда попень засунуть. Капец. Где экшон? Где мои левиафаны, ядрить твою налево? Так, инопланетяне. Так, кстати, а зачем надо было сохраняться? Я могла не это самое... Порабощение левиафаном 400. Ну, что-то немного, ну ладно. Привет, Кромечка. Война на дворе, а я экшон подавай. Ну так война всегда преподносится экшоново, вы понимаете, вот эпичная музыка, слоумо, там брызги, ошметки, вот это вот все. Драка, драка, драка. А они даже не взлетели. Понимаете? Они даже не взлетели. Так что-то типа попукали через свои шарики вот эти вот, и все, и все, и все. Это DLC для объяснения принципа устройства мира, а не для имба экшона. Осуждаю тебя. Иди, что-нибудь поделай. Ну ладно, они нам помогут, это уже хорошо. Мне, кстати, вопрос, да, зачем я сохранялась? Там можно запороть как-то все, что ли? На всякий случай, если засышь погружаться... не, кстати, нормально вроде было, да? Не, были моменты, когда я сыканула пару раз, но в целом как-то не было ощущения, что я под водой просто. Как-то так, да. Ну и, короче, как обычно, мы закончили к 11. Но мы зато закончили, получается, квест с Левиафаном, да? Сейчас гляну. Ну да. Ну да. Я вот это вот не понимаю, где это сдавать. Вот этот я не знаю, где сдавать. Вот этот я не знаю, где сдавать. Апийский крест, знамя первого полка. Турианский офицер хочет раздобыть знамя первого полка, чтобы вдохновить своих бойцов. Найдите это знамя на Кастелусе в Апийском кресте и доставьте офицеру в чистилище, что на цитадели. Поняла, это те, которые бухали, наверное. Все, поняла. Так, ну ладно, зато мы закончили DLC, это хорошо. Так, идемте рыбок покормим. Я не знаю, сдыхают ли они. Судя по тому, что здесь есть автокормушка, они сдыхают. Так, ну что, на сегодня заканчиваем мы с Mass Effect. Вот. Хорошечно, я считаю, потрудились. Значит, левиафанчики типа частично на нашей стороне. Так, на полшишечки, так немножечко, да? Вот. Продолжим наш Mass Effect в понедельник. Насколько я помню, у нас есть еще 2 стрима на следующей неделе по Mass Effect. Вот. Дальше там как придется, так и приступим к игре. Вот, там либо кто-то закажет, либо ждать, когда время найдется свободное. Вот. Ну, там вроде в марте вроде было свободное время. Там какие-то окна свободные были. Так, пирожочки мои сладенькие, нежненькие, упругенькие. Спасибо вам большое сегодня за компанию. Что у меня голос охрип. Так, музычка, давай, играй. Нормально, все нормально. Музыка, играй, говорю. Давай. Так, сейчас я посмотрю, что у нас там сегодня было. У меня опять в OBS ни хрена не работает, не могу глянуть. Так, спасибо сегодня большое всем, кто покупал мемкоины, всем новеньким, кто фолловился, добро пожаловать. Кто еще не прожал фоллоу, обязательно прожимайте, чтобы нас не потерять. Мы стримим разные игры. Так, значит, спасибо большое за донаты Алексису и Мицебиненцу.
За ресабы спасибо большое. Слезки принцесски, крепатчеру. Да, вроде больше ничего не было. Вот, значит, завтра, по идее, должен быть выходной. Но я хочу завтра подрубить и хотя бы одну демку постримить. Вот, пока у меня ранний доступ есть на демку, которая от разработчиков Disco Elysium, Zero Paradise. Она еще, блин, без русского нахрен. Конечно, геморно будет ее переводить, но выбора нет. Выбора нет, хочется посмотреть, что там. Вот, поэтому завтра стрим, возможно, будет. Если что, подписывайтесь на Telegram. И можно еще там Teamscore, ВК, короче, где-то там анонсы будут, когда буду запускать стрим. Вот так вот, да. Пятница и заканчивается, да. Пятница заканчивается. Желаю вам хороших выходных. Отдыхайте, не болейте, берегите себя, своих близких. Вот, увидимся на ближайших стримах, наверное. Так. Да. Если играть типа Disco Elysium, то ГГ с переводом будет. Ну, мы хотя бы попробуем там на полчасика, часик, там, ну, короче, как-нибудь попробуем. Дело в том, что я еще с дуру просто взяла на это квест, и мне нужно типа ключ покрыть. Вот. Я просто потом только увидела, что там нет никакого языка, кроме английского. И я такая... Капец. Завтра что будет примерно? Да только что ж сказала, кроме капец. Завтра будет демка. Ну, если будет стрим, не знаю во сколько, потому что завтра очень много переменных. Во-первых, как я отдохну, мне еще завтра нужно на консультацию по поводу там мини-операции сходить. Может, мне сразу завтра все и сделают, вот. И может быть, мне будет настолько херово, что я не смогу завтра запустить. Посмотрим. Но если все будет ок, я запущу небольшой стрим, буквально на 2 часа, посмотреть одну демку. Больше демок потом посмотрим, короче, на, там, не знаю, следующей или через неделю, когда будет. Уже 23-го, кстати, да, блин, на этой неделе уже начинается Steamfest, надо будет посмотреть демки. Вот, если что, если у вас будут какие-то интересные демки, которые вы хотите посмотреть или поделиться, что вы нашли, можете обязательно скидывать, я все посмотрю на фестивале этом демок, который начинается 23 числа. Вот. Все получается. Спасибо вам за то, что вы были. Спасибо за то, что вы есть. Спасибо за то, что вы здесь. Желаю вам доброй ночи и хороших выходных. Пока.